Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала, а также подписчики Алексея Арестовича. Это прямой эфир. Сегодня понедельник, 26 число января 26 года. Алексей Арестович на связи. Алексей Николаевич, приветствую вас. Добрый вечер. Ох, как много событий, ох, как много разного сегодня хочется обсудить. И, конечно, знаете, то, как хорохорятся, то, как потужничают наши власти, оставляет просто, такую, знаете, очень такой специфический осадок. Все будем обсуждать сегодня. И осадок, и, собственно, перспективы переговорные, и не только переговорные, и геополитику, и фронт, наконец-то. Фронт обсудим. Я как слежу вот всю неделю, то Давос, то потужные речи, то Тихановская встретилась с Зеленским, или наоборот, Зеленский. В общем, обо всем говорили. О Европе, как будущем, там, Абу-Даби. А фронт что? Вот сегодня обсудим тоже точно. Поэтому, друзья, всех приветствую еще раз. И два слова о формате. Все очень просто. В конце ваши вопросы и ответы прозвучат. Сообщество YouTube, клуб зрителей «Шелест». Это место, где можно задать заблаговременно вопрос. Также присоединим чат и трансляции Алексея и мой на канале Александр Шелест. Это будет в финале. Всем большое спасибо, что пользуетесь QR-кодом и поддерживаете канал. Ну и, конечно, поддерживайте по QR-коду творческие, образовательные порывы Алексея Николаевича, его школу мышления и коммуникации. QR-код это, который возле Алексея Арестовича. Перейдите по нему, поинтересуйтесь свежими семинарами и лекциями. Все как всегда. Начнем с опроса. Опрос сегодня вот такой. Согласны ли вы с послом Канады, что лучше жить так и терпеть, чем под российской оккупацией? И варианты. Однозначно. Браво! Тем тебя! Цмоть! Цмоть – это фамилия посла Канады в Украине. А второй вариант. Шпицу Лукашенко однозначно лучше. Аллюзия на вчерашний Вильнюс и такую, какую мощную речь. Лучше без оккупации и за узурпации. И еще один вариант. В Канаде виднее. Терпеть не приедет. Да, полностью. Хотя вроде как посол, вроде как здесь, но тем не менее. В общем, нашумевшее высказывание, давайте с него начнем. Варианты хотите выберите, хотите нет, но вы знаете, я думал, что после рычащего льва от Кристалины Георгиевой, не будет никакого унижения украинцев, но их поразительно, вот народ весь, который в Украине сейчас, который выживает, унижают. То Рейтерс снимает, как танцульки устраивают шашлыками во дворах в Киеве, то какую-то Буковель покажут, запитанную от Евросоюза. Мол, смотрите, все не так-то плохо, все очень хорошо, а бабушки замерзают по квартирам. Есть еще вот тот предел унижения народа, и как вы его оцениваете, Алексей Николаевич? Это же вопрос из разряда, что лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. Богатым и здоровым, конечно, лучше быть. Это отвечая на вопрос, который вы на голосование поставили. Что касается унижения, я не все склонен это воспринимать как унижение. Скажем так, большая часть из этого, с моей точки зрения, это недоразумение. Недоразумение, потому что люди не понимают. Вот эти все комментирующие, они не понимают, что происходит в Киеве, в Одессе, в Днепре там, и так далее, и так далее. Не переживали, не понимают и не в состоянии это все разделить. Сигнал с нашей стороны хаотический. По одной простой причине, потому что происходящее сейчас события из рук вон не ложатся в легенду, которая распространяется про Украину уже 4-й год. Да скоро 5-й. Что гласит легенда? Мы валим русских пачками. Они в ответ подло бьют по нашим роддомам. Куда вставить замерзающих бабушек в этой истории? Раз. Поэтому мы не понимаем, что мы транслируем. Нам надо транслировать либо буйное веселье, несмотря на коварного врага, который нас несло. Это условно проект «Щековица». Ядерное оружие, а мы им щековицу. Или страждание народа. Но тогда, если народ страшно страждает, то как же мы убиваем русских пачками? Разрыв идет. Или герой, или жертва. Вот два принципиальные идентичности, между которыми не могут найти среднюю линию. Поэтому такой рваный хаотический сигнал. А рваный хаотический сигнал порождает рваные хаотические реакции, соответственно, на Западе. Поэтому, если мы хотим, чтобы нас комментировали должным нам образом, нам нужно выработать этот должный образ и донести. А мы не можем.
Потому что образ героя и жертвы очень плохо совмещается. Или. Или нам все равно, и мы пляшем там на дискотеках при минус 25 во дворах и на Киевском море. Или нам очень плохо, пожалейте, дайте и так далее. Ну тогда какие же вы герои? Почему? Потому что фишка в чем? Если сильно транслировать жертву, то они скажут, так что же вы тогда выеживаетесь? Давайте мириться на условиях, как бы предложим. А если сильно транслировать героя, тогда что выпрашивать? Вы и сами победите. Как бы. Что могут выпрашивать герои? Герои должны всех научить сражаться. Поэтому сейчас происходят события, которые не укладываются ни в одну, ни в вторую линию официальной и неофициальной пропаганды. Вот отсюда сразу хаотический сигнал. Это показывает очень замечательную и очень примечательную вещь, на которую я бы всем советовал обратить внимание. Насколько узко пространство решений. Да. Пространство решения очень узкое. А я вам напомню, что на первой заляпанной странице учебника стратегии написано: стратегия – это искусство делать так, чтобы пространство решения расширялось, либо сохранялось. В худшем случае. Но если у вас стратегия приводит к сужению пространства решения, это не стратегия, а уберите женщин, детей от экрана называется. Надо переходить на казарменный язык. Ну вот вам и пространство решений. Мы в пропаганде не можем предложить ничего, попав в специфическую ситуацию, ну как специфическую, которую предвидели все, и все это обсуждали, начиная с весны 2022 года. Но за 4 года не подготовились. Вот вам качество административного управления хотя бы главным мифом Украины. Я не говорю сейчас уже о стратегии войны там, и так далее. Просто мифом. Что вы транслируете? Вы герой или жертва? А если вы какая-то гибридная помесь героев и жертв, то в какой доле вы герои, а в какой доле вы жертвы? Вы за помесь или за что-то одно? Да, вот что. Я Вы за... как оцениваете Как бы, я украинский за то... народ? Нет, смотрите, моя история очень... Они и герои, и жертвы, но это неправильная постановка вопроса. Правильная постановка вопроса, насколько мы субъекты и авторы того, что с нами происходит. А по-хорошему суверены. Вот у меня сейчас в школе, извините, идет модуль, который называется «Как стать субъектом». Я говорю, жертва, наблюдатель – это тот, который вышел из цепочки. Субъект, автор, суверен. У каждого есть четкие как бы, определения. Так вот, я хочу, чтобы наши громкие слова, написанные в Конституции, что у нас народ суверен, соответствовали реальности. Ну, хотя бы на уровне, чтобы он был субъектом. Народ же 99,999,8% украинцев отсечены от управления своей судьбой. У них выбора Личной, нет. смотрите, внимание, это Да. очень важно. Да. Лично своей судьбой. Не там, Личной своей мы судьбой. не про страну сейчас говорим, не про какие-то там высокопарные Да. материи. То есть создана ситуация, когда люди не могут управлять своей личной судьбой. Они сидят в очень узком коридоре. Особенно это мужчин касается. Да и не только мужчин. Ты или скрываешься, или воюешь. Нет вариантов. Ну, или работаешь, там петляешь где-то и так далее, и так далее. Поэтому что выбивается из народа? Из народа выбивается субъектность. Потому что герой – это тоже ярлык. Герой – это козел отпущения. Герой не управляет собственной судьбой. Герой должен постоять в сияющем свете прожекторов, на него должны все помолиться, а потом его должны провести по улицам и все встать на коленях. Судьба героя предопределена. Герой не управляет своей судьбой, он обречен. Это еще древние греки отметили. Называется рок. Герой – это тот, который противостоит року, и рок всегда побеждает. Поэтому не свободна жертва, не свободен герой. А я хотел бы, чтобы украинцы были свободными. И сами определяли свою судьбу. Вот и вся разница. Поэтому не герои, не жертвы, а субъекты. Субъекты, сами принимающие решения, определяющие, какую жизнь им жить, в каком мире. Все. И по каким правилам. Вот это мое предпочтение. Я не навязываю никому. Да, друзья, проголосуйте в опросе. Варианты такие специфические, где-то там со смешком, где-то с горькой иронией, где-то такие в лоб. В общем, мы в конце подведем итоги обязательно. Слушайте, ну уж коли там от вариантов отталкиваемся, рамку очень хорошую вы задали по поводу украинских людей, да, вот мы забываем, что это люди. Ну, вот все это люди. Это народ, население, Да. нация еще. Это конкретные люди. Конкретные бабушки, которые сидят в квартирах на 7 этажах, они могут спуститься или подняться в аптеку за продуктами и так далее. Конкретно замерзающие. Еще неизвестно, сколько останется в этих квартирах, если по ним пройтись потом. Конкретная трагедия, происходящая прямо сейчас. Мамы, которые вот эту маму показывали с 2 близнецами, которые двухлетки карабкаются до 7 этаж и так далее, и так далее. Но это же все очень конкретно, это же не абстракция.
И как бы очень много вопросов поднимается в этой связи, которые у нас не принято задавать, чтобы не стать тут же шпионом Москвы. Ну, у меня, знаете, если честно, за последние там несколько часов, это только сегодня. Мы сейчас оттолкнемся от варианта. Ну, знаете, такое ощущение, что шпионы Москвы где-то в другом месте сидят. Значит, сегодня Они там и выходит, сидят, что на самом деле. выходит, значит, Зеленский, говорит, я селектор провел. Селектором ударим по бездорожью, называется, понимаете, и по проблемам энергетики. Провел селектор. Что по итогам селектора? Говорит, надо срочно генерацию для Киева. А так сиди и думай, какую генерацию, о чем вообще идет речь, что это, как в смысле, ну да, всякие там альтернативные источники. И говорит, даю распоряжение защитить Харьков. Перед нашим с вами эфиром, вот сегодня, пару часов назад, прилеты дронами. Терехов понятно пишет, что школа, там дома, но напряжение раз и все. И, в общем, гуляет. Понятно, что школа, дома, это понятно, да, там прилет был в Кривом Роге, вот только что тоже дрона. Но было поражено что-то поражено. И, в общем, опять блэкаут. То есть не защитил Зеленский Харьков. Такое ощущение, что его там слушают и как бы поперек это делают. А люди, они же помнят, что утром заявлял Зеленский. Вам не кажется, что Харьков для Зеленского сильно мелко? Надо ждать указа о наступлении весны. 28 февраля. Да. Он обязательно наступит, и вот тогда мы увидим всю мощь. Смотрите, никто ничего не сможет с этим сделать. Ни Путин, ни Си Цзиньпин, ни Трамп. Вот как Зеленский скажет, так весна наступит. Вот там, вот это горизонт, это я понимаю. Мне это все напоминает анекдот, когда сухогруз большой плывет по океану. Капитан в 6 утра поднимается на мостик, такой ему дают чашку кофе, он садится в кресло. И штурман докладывает, капитан, солнце встает. Он такой, не препятствовать. Повелеваю защитить Харьков. О чем мы с вами, кстати, не повелеваем, Саш? Это, Давайте кстати, повелеем. вопрос. А давайте попробуем. Давайте повелеем, да. Что-нибудь. Что вы хотите защитить? Я Луцк хочу защитить, например. Давайте я повелеваю защитить Луцк. Вы что будете повелевать защищать? Я буду... А можно я буду отвечать за погоду? Хорошо, давайте. Можно? Пусть будет тепло. Давайте Да, и так. пускай растает Одесса, которая сегодня замерзла, и там Отлично. Значит, срака пусть растает Одесса. Да. Я тоже за Одессу. Да. Пусть растает Одесса. И пусть на выходных не будет очередного похолодания, как нам рассказали. Все. Смотрите, все очень просто. Это очень просто повелевать. У нас нет канцелярии, указ нас не напечатают, на сайте не разместят, но тем не менее. Как бы, да, важно повелеть. А там хоть трава не растет. Но это же позор, то, что сегодня было у Зеленского. Это же лютый позор. Он, значит, сегодня, значит, он собирал вот этих военных, дроноводов, имел речь потужную, награждение потужное, там засветились вот эти ахиллесы. Олег Ляшко, кстати, получил награду из рук президента. Так смешно. В общем, они все как бы... Знаете, что это было? Это была как бы презентация баллов. Ну, вот этой системы, которую ввели, и он говорит, в общем, мощная система, сейчас вот там тебе дрон за уничтожение, а тебе Баба-Яга, а тебе вампира, а тебе еще чего-то. И вот это он все. И в этот же день, сегодня, над городом Киевом 5 часов тревога, потому что летали вот эти новые разведывательные дроны российские, БМ, там что 31, с камерой и со Старлинком, как у себя дома. И люди поднимают голову вверх, говорят, подождите, а где же это мощное ПВО? Где же Федоров? Где же все? Почему никто ничего не сбивает? А они летают. 5 часов тревога. И хоть бы хны, ну, до разведку проводили сегодня в Киеве после ударов предыдущих. Получается... Может, все были на награждении, просто некому было сбивать. Ну, это же лютый позор, Алексей Николаевич, с точки зрения военной. С военной точки зрения вы не можете задействовать средства ПВО, потому что он летает для их разведки. Сработка днем ракеты, которая вышла со старта, понятно, это район, он для того и летает, что это называется разведка на себя, чтобы его обстреляли, он увидел, где стартовая позиция ПВО. А как бы, ну, дроны это перехватчики у нас сбивают все направо и налево. Но проблема в том, что их сегодня всех награждали, поэтому, видимо, они не смогли сбить. Немного отвлеклись. Вот. Меня цифры позабавили, которые они там понаписали. Цифры примерно такие. Сейчас это надо видеть. Значит,
240 тысяч ликвидированных россиян. 820 тысяч пораженных целей. Это результаты армии дронов за 2025 год. Министр обороны Федоров это докладывает. И он же недавно поставил цель 50 тысяч россиян в месяц убиенных. Мгм. Вам скучна вся эта военная хрень, которую я сейчас собираюсь произнести минут на 5, или поговорим все-таки? Нет, смотрите, давайте от этого оттолкнемся, потому что у меня дальше очень такие веселые вопросы. Вы знаете меня, то есть, да, потому, у нас Давайте должна быть веселый вопрос. база. Я не настаиваю, давайте веселый Не, вопрос. давайте так. Давайте вы вот эту историю сейчас прокомментируете по поводу цифр и убийств. Меня просто интересует, ну вот, ну это же позорище то, что сейчас транслируют, и то, как потужничает на фоне полного краха система управления Зеленский. Я вот к этому веду. А что по военной части? Ну, разговор будет специфический, но раз уж заговорили, вы сами обозначили, нужно это сказать. Первая система ебалов в том виде, в котором она существует, ведет в ВСУ к катастрофе. По одной простой причине. Потому что концепция сил беспилотных систем и вообще применение беспилотных аппаратов, так как она создана, реализуется, отличается полной безграмотностью, управленческим хаосом и неспособностью решать свои натуральные задачи. Где сила тяжести должна быть? На поле боя. Понимаете, да? То есть основная масса сил беспилотных систем должна решать задачи в составе линейных подразделений. Пехотных, десантных, каких угодно и так далее, стоящих на передовой и держащих линию фронта, ведущих оборону. Вот там должны быть. Дроны, дронщики и FPV-шники, которые в пехоте, это про них никто не снимает и не пишет. Их к президенту не вызывают. А время жизни этих пацанов, ну, часто при выходе на позицию часами или сутками считается, потому что по ним противник применяет все силы и средства, которые есть для того, чтобы их уничтожить, потому что это единственное, кто удерживает линию, помогает пехотинцам удерживать линию. Основой вооруженных сил является пехота. Все остальные работают на них. И раз основное средство поражения FPV, значит вся масса и вся тяжесть должна работать на отражение пехотных штурмов. Недавно в Константиновке, это не секрет, был интересный эпизод. Противник устроил ложную танковую атаку, очень хорошо иллюстрирующую, с одной стороны. И пока ее героически отбивали все силы беспилотных систем, все там, кто нашелся, он группами малыми пехотами просочился и накопился уже в пределах Константиновки. Это значит, его оттуда не выбьют, скорее всего. Уже, а только будет наращиваться, потому что все беспилотники героически отражали танки. Смотрите, вот эти 820 тысяч пораженных целей система ебалов представляет так. Снимается много красивого видео, как в подбитый танк влетает 20, 30, 40 этих FPV-дронов. И каждая считается за поражение. Каждая появляется как результат, чтобы накопить ебалы и так далее. Поэтому система чудовищно искажена. Недавно прошла статья одного американца, который воевал в Ираке и в Афганистане, это командовал у нас роты, который говорит: вы идиоты, вы ебалы зарабатываете, а глубину потеряли. Что сделали россияне? Они сообразили, ну тоже там не ума палата, как бы, потому что это учат на второй день в пехотном училище общевойсковом, что первое и самое главное, чего должен добиться командир, это изоляция поля боя или позиции противника. Они на третий год войны, имея дело с нашими войсками в Курской области, догадались, что надо изолировать поле боя, и начали там, Рубикон там отметился основательно, побив нам логистику. Потом они начали изолировать отдельные позиции, и сейчас глубина изоляции достигает уже хороших значений, 20-25 километров. В принципе, до 40 угроза. Это значит нормальная жизнедеятельность линейных подразделений, глубина обороны бригады 15 километров, парализована. Парализованы все тылы бригады. Парализованы уже на уровне корпуса. 40 километров – это глубина корпуса, корпусной обороны. И как бы сколько бы СБС там чего не набило, это никак не сказывается на положении наших войск на линии фронта позитивным образом, таким, как должно было бы быть. И, в принципе, вектор усилий размещен неправильно. Заметьте, слова «вектор усилий размещен неправильно» относятся ко всему, ко всей этой войне, может быть, начиная с апреля 2022 года. Вот вам Бахмут. Для прорыва на юг знаменитого, когда было контрнаступление, готовили 3 корпуса армейских. Один из них отвлекли на Бахмут, потому что объявили фортецию Бахмут. И они там героически отбивались. Совершенно ненужная оборона. Вот с момента, когда начались бои за Бахмут. Когда выровнялись потери, и мы начали нести потери столько же, сколько атакующих.
Этих подразделений не хватило. Они не дошли бы до Крыма, конечно, но могли вполне взять Токмак. Могли подойти к Мелитополю. Это бы совсем другая переговорная позиция была бы. Понимаете, да? Совсем другой расклад. В очередной раз основное направление сосредоточения усилий, как это объединило, определила не военная логика, а политика. Политика, понимаемая администрацией Зеленского, как пиар в значительной степени. Понимаете? Война, конечно, политическое мероприятие, и большие цели должны ставить политики. Это однозначно. Но реализация этой цели – это целиком дело военное. Так вот этот вектор СБС создан как пиарный проект. Очень много пиара, потому что очень много распила на дронах. В основных производителях ходят бешеные деньги, просто бюджетные, огромные. Там ходят безумные взятки, люди обогащаются, становятся долларовыми и евровыми мультимиллионерами с каждой итерацией перевода денег на закупку беспилотников. Поэтому там подобраны соответствующие командиры, создан соответствующий пиар-проект. Но линейные командиры уже не выдерживают и выступают в печати. Американец тот же самый, там другие и так далее, которые прямо говорят, направление усилий сил беспилотных систем выбрано стратегически неправильно, и это дорого нам обойдется. А пожать ручку президента и получить награду всегда можно, отчитаться 820 уничтоженных целей. Причем самое смешное, они уничтожают достаточно много, но они сосредоточены не на том, что делают россияне. Такие подразделения, как Рубикон, это аналог их беспилотных систем. Они уничтожают прежде всего пилотов и расчетов беспилотников. Это основная задача – разведка и поиск. Второе – логистику выбивают. Ну и все остальное. Смотрите, в бою цели разделяются на опасные и важные. И в старые добрые времена, любого затянутого новобранца всегда учили на первом занятии по огневой подготовке. В бою цели разделяются на опасные и важные. Ты должен уничтожать важные, а огонь, в первую очередь, огонь переносится на опасные. Опасные – это та, которая стреляет в тебя, либо в твоего товарища. Только в момент, когда возникает непосредственно опасность. Все. Опасно маневрирующие, есть еще на это тонкий момент и так далее. Это элементарная тактика, а тактика является вершиной боевой подготовки, все остальные предметы ему подчинены, в том числе огневая. Элементарнейшая, понимаете, для военного человека, профессионала военного, это звучит, при котором помнят, как учили в старые добрые времена, а не вот это вот то, что сейчас. Это звучит примерно, как мы бы с вами были медикам, объясняли, что перед операцией надо мыть руки. То есть это элементарщина. Эта элементарщина не выполняется. Благодаря коррупционно-политической пиарной ставке у нас огромный и самый эффективный на сегодня род войск неправильно организован и неправильно применяет силы и средства. Вектор не там. Они бьют по технике, за которую можно читаться и заработать ебалы. Они уничтожают вражескую пехоту. Да, она несет большие потери, но фронт-то теряем мы, а не россияне. Потому что усилия не туда. Ну, как И никто... иллюстрация вашим словам, сегодня растиражировали девчину, она Да. сидит и смакует оператор дрона, ну, вдалеке сидит, там компьютер у нее, вот эти джойстики, и она как смакует, вот смотрите, там, мне доставляет удовольствие, когда российский солдат там что-то там, в общем, ногу, ручку, вот это Ну, все. смешно бегает, то ему отрывает голову и так далее. Вот в погоне за этими видео, которые кормят не лучшие национальные качества нашего народа, и что-то делает с коллективной психикой, скажем так, что-то не то, что нужно нашему народу, давайте так деликатно. У нас потеряли главное, у нас потеряли направление сосредоточения основных усилий, которые нужно в этой войне. Россияне определили его правильно. Поэтому все линейные военные постоянно жалуются, что россияне отвоевывают небо. Отвоевывают небо. И это началось там условно год назад. И постепенно перебирают на себя преимущества. У нас ебалы растут, а они нашу территорию захватывают и уничтожают важные цели, которые и рушат оборону. Они ее дефрагментируют, деструктурируют и все, и отодвигают к чертовой матери. Пехота может вся остаться в живых. Но если она не поела, нет боеприпасов, нет эвакуации, нет ничего, ну что, она просто сдастся в плен. Или в лучшем случае убежит ножками. И именно эта ситуация создается сегодня. Раз все эти страшные военные, все эти ужасные президенты, все его замы там, офиса по военной работе, все его там РНБО не могут собраться, и генеральные штабы определить направление усилий. Они не в состоянии преодолеть инерцию коррупционной машины, созданной на этой всей истории, и инерцию пиар-машины, созданной на всей этой истории. Поэтому, когда мне рассказывают, что они страшные герои, я так не считаю. Страшный герой – это тот, который может выйти и публично сказать: ребята,
Мы проигрываем войну, потому что мы делаем лажу. Вот это герой, готов погоны положить. А сидеть, управлять, там попадать в российского солдатика, который бежит, героем не надо быть. Это компьютерная игра на самом деле. Алексей Николаевич, сразу. И это еще не все. Саша, секундочку. Мгм. Неправильное направление сосредоточения усилий. Мы проигрываем по миллиметру, проигрываем войну противнику. Это раз. Второе. Ну, как бы у нас же творится, там проблем очень много, но я еще одну кричащую обозначу. У нас же творится полный бардак на поле боя. Смотрите, стоит бригада, по фронту держит 30 километров, условно, в глубину 15. Ну, так, примерно в среднем. В полосе этой бригады работают и FPV-шники собственные, FPV-подразделения линейные, в пехоте, которые находятся. Эти самые СБС. Заезжие гуровцы, заезжие СБУшники, заезжие пограничники, заезжие МВДшники, Нацгвардии и так далее, и так далее. В нормальной армии действует принцип единоначалия. Это значит, что у одного военнослужащего в любой момент, когда он выполняет свои обязанности, сидит в туалете, чистит картошку, либо воюет со страшным противником, всегда только один командир. Это значит, что все въезжающие в полосу бригады должны быть подчинены командиру бригады и действовать в соответствии с его замыслом. Или, по крайней мере, в тесном взаимодействии по координации. А у нас заезжает куча народа, забивает по частоты управления, частоты рэп, часто работают по одним и тем же целям, не работают по нужным целям, создают излишнюю концентрацию там, где не надо, пропускают там, где надо, понимаете, да, и так далее. И бедные комбриги, лишенные прав, ничего не могут с этой всей оравой сделать, шарившиеся по их тылу. Это я уже не говорю о системе взаимного опознавания, а не просто синюю или желтую ленточку на каску намотать. Сколько там дружественного огня надо будет еще выяснять после войны. Сколько бестолковости и какое огромное количество ресурсов тратится. Поэтому у нас вручаются награды, у нас озвучиваются красивые цифры. А реальный КПД, если его взять и грамотно аудит провести, поверьте, крайне невысокий в расходе. Алексей Все эти Николаевич, цифры, так у да, нас для, смотри, это только две проблемы. у нас для Смотрите, КПД мы же Федорова учимся... назначили. Он Федоров, же хотел разрушить советскую совковую систему и все через KPI, ну, КПД. Смотрите, что делает Россия? Она от совка берет и худшее, и лучшее. За счет худшего у нее большие потери, если очень просто. За счет лучшего она берет наши города. Мы от советской системы берем в основном только плохое. Но мы пошли дальше. Нам же совок не указ. У нас есть передовые образцы, как надо воевать. Есть такой фильм «Свадьба в Малиновке». Вот это у нас вместо устава и положений, как это наставление по оперативной работе войск. Понимаете, да? Вот так вот уровень. У нас командиры изучали взаимодействие ровно там. У батьки атамана закончился золотой запас, власть меняется, и что? Как это, один пулемет я продал на сторону, да вот эти штаны выменял, а третий так немного подскакивает. У барона Врангеля все английское, понимаете, да? Вот это золотой набор фраз, как там боются. Поэтому мы заигрались в жертве в героев. Она бы в нормальную военную работу поиграть бы немножко и государственную, чтобы у Кличко заранее сливали перед обстрелами воду, а потом вовремя пополняли в трубы, чтобы вот и вместо ебалов работали и сосредотачивались на важных целях, а не на те, которые показались опасными. А это еще поговорить. Опасными для бюджета, скорее. Чтобы, да, командир, и чтобы в армии воцарился единоначалие, а не бардак, гуляй-полевский и так далее. Вот есть ряд насущных проблем, которые нужно было бы решить. Вам про них никто не скажет. И Федорову про них никто не скажет. А кто скажет, не уцелеет. Потому что не для этого его туда ставили. При всем уважении к Мише. Так а для чего Федорову вот такие советники? Я, если честно, Какие? я сегодня прозрел. И не только я, и многие там блогеры. Значит, этот Threads этот, ну, который от Фейсбука, от Меты, ну, типа закос под Твиттер. Стерненко, свежий советник Федорова, выходит ну, короче, клич бросает. Что посоветуете? Но он же советник у Федорова. Получается, народу, подписчикам, тем, кто донатит Стерненку, надо посоветовать советнику, чтобы он этот совет передал Федорову. Если честно, это, конечно, какой-то полный цирк. Смотрите, у Миши неоднозначное назначение. Например, то, что Флэша назначили, это очень хорошее назначение. Он ведущий специалист по рэп, там, по всей этой истории и так далее, техник. По радиоделу. А то, что Стерненко назначили, так это основная логика этого назначения. Распил средств, выделяющихся на беспилотный аппарат. Увы и ах.
И все это знают на самом деле. Но все как девицы стыдливо опускают ресницы и говорят про героизм и про жертвенность. Вот и все. Поэтому, как они там... Я уже не говорю о том, что министр не может назначать в момент, когда идут мирные переговоры, да даже в момент самого отчаянного войны, цифры публичным в пространство выходить, мы должны убивать 50 тысяч россиян. Как бы, да? Это как бы так не работает. Ну, а работает, что президент, ну, или как, на продленке, но президент же, в кресле же президента, с булавой-то в руках Зеленский, выходит в момент мирных переговоров и говорит, культуры имеют значение, народы имеют, а Россия не имеет значения. Выходит, говорит, Донбасс не отдадим, а мы сигналы только и слышим там от Пескова, от еще там, от других людей, что, смотрите, Донбасс – это вот согласие на вывод, и это как бы старт. А дальше уже будем договариваться по всем остальным точкам, и все будет хорошо. Ну, давайте тогда тоже и здесь системно подойдем. Что такое политика? Политика – это способность поставить вопрос о том, что является проблемой, назвать, и назвать, что является решением. Как у нас подается это все? Коварная Россия хочет завоевать всю Украину. Это вранье. Заведомо. То есть, как пропаганда это годится, потому что пропаганда должна выполнять функцию мобилизации. Но как направляется, как это основа для того, чтобы строить системную политику, это же катастрофа. Пропаганде главное самим в нее не поверить. Раз. Второй момент какой? Что является решением? Всем мобилизоваться и воевать, пока Россия не развалится. По заявлению Костенко, народного депутата, секретаря комитета по национальной безопасности и обороне, который на трибуне Верховной Рады выступает. Значит, это вот яркий случай, когда поверили в собственную пропаганду, но от политика такого масштаба, секретарь комитета парламента по обороне, можно было немного каких-то других оценок и решений ждать, скажем так, деликатно. А что является реальной проблемой? Реальной проблемой является ответ на очень простой вопрос. Согласны ли украинцы потерять большие города-миллионники, сделать в них жизнь невозможной в обмен на остатки Донецкой области? Вот это является сегодня проблемой на Донбассе. У нас же говорят, еще немного дотянем до весны. А если во время весны полетит по очистным сооружениям? И города станут нежилыми в принципе. Без Киева, без Харькова, без Днепра, например, без Одессы. За что? За кусок Донбасса, разнесенного на куски. Может быть и надо. Смотрите, я сейчас заведомо не говорю, что Донбасс нужно отдать. Я говорю, поставьте реальный вопрос. Но что, какие у нас доклады доносятся из Абу-Даби регулярно? Все, что угодно, кроме Донбасса. Причем мне нравятся эти заявления. Вы уже пообедали вместе, мы уже согласовали, что будет после войны, как будем контролировать, какие войска будут разделять, что является открытием огня, что не является. Вот эти вещи они определяют. А поставить вопрос перед народом, так как он стоит, хотя бы на референдуме. Чем перед народом ставить, если он не субъектен? Мы с этого Правильно. начинаем. И тут возникает следующий вопрос. Мы же не знаем реального мнения народа. Вот что действительно хочет народ. Для этого нужно провести объективный референдум с независимым контролем, который даст реальные данные. Поставить перед ним ключевые вопросы этой войны, правильно сформулированы. Например, вы хотите для удержания Донбасса, чтобы вот происходили такие вещи там далее с Украиной, с оставшейся частью Украины. И прочее, прочее. И вот тогда, когда собрать реальное мнение, от этого можно плясать. Как вы думаете, почему этого никто не делает? Потому что ответ очевиден. Потому что неизвестно, может быть и не очевиден, потому что нам же рисуют там поддержку президента 61. Допустим, я сейчас даже не буду критиковать. Это не президент, это... Смотрите, даже критиковать не буду. Допустим, 60. Мы не знаем объективных данных. Вам не кажется, что группа советников держит в заложниках 26 миллионов стран? Не кажется. Знаете почему? Потому что сегодня Зеленский опубликовал вот эту еще там ряд фотографий с совещания делегации, которая приехала с Абу-Даби. Алексей Николаевич, я вот прям я не экстрасенс, там про экстрасенсов и Тимошенко поговорим позже, и офис президента, но мне кажется, что это Зеленский их держит в заложниках. Смотрите, все так хорошо пообедали, все такие как бы нормально, все как бы хорошо встретились, договорились 1 февраля встретиться снова, отлично все идет, американцы довольны, а он им что-то такое рассказывает, а они, в ужасе, Алексей Николаевич. Не веселые? Вообще не веселая.
Кислица соответствует своей фамилии. Буданов включил вот эту, ну, как-то разведчики, да, вот это отрешение у него есть такая черта. Бедный молодой этот пацан, Бевс, который, да, Бевс, по-моему, это, да, вот тут вообще смотрит на него в ужасе и говорит, елки-палки, мне ж еще жить и жить, я ж молодой хлопец, куда я попал? Ну, Умеров, понятно. Арахамия, конечно, тоже. Все в шоке, если честно. А он им, видимо, говорит что-то, что поперек просто этого визита. Поэтому не факт, что его держат в заложниках. Он держит в заложниках вот эту всю группу. Безусловно. А вопрос, а почему они позволяют себя держать в заложниках? Он один, а их много. Смотрите, какая интересная штука получается. Помните, чем начинается прекрасный советский фильм «17 мгновений весны»? Фюрер произносит в бункере речь. Эта речь говорит о том, что нет в истории более противоестественного союза, чем большевики и, значит, свободные и демократические, прогнившие западные демократии, Британия. И разбить этот союз – наша задача. Я еще верю, что мы можем сражаться. Германия, когда разобьет, тогда наши победоносные армии пойдут вперед и так далее, и так далее. Вот без всяких параллелей. Вы об этом... И там лица тех, кто это все выслушивает от фюрера, очень похожи на лица вот портретной группы, на многофигурной композиции, которую вы только что показали. Вот просто без всяких параллелей на уровне чисто физиогномики. Вам не кажется, есть какие-то сходства? Они же решают задачи. Они же реально прекрасно понимают, что происходит на переговорах, что хотят американцы. Как бы куда вся эта история идет. И они решают непростую задачу вычислить дельту как бы между тем, что сообщает солнцесяйный, как бы, да, и какие задачи он ставит на переговорах, и реальной ситуации на переговорах. А эта задача с каждым днем все менее решаемая. Потому что в мечтах Санцеликова мы берем Владивосток и управляем всем миром с трибуны Давоса, а реальность, она немного отличается. Немного. Поэтому сама ситуация, когда политический курс приходится формировать по ключевым вопросам существования или несуществования страны, без учета носителя власти по Конституции Украины, который называется народ Украины, она сама по себе сомнительна. Прежде всего ставить надо вопрос, каково реальное мнение народа. Внимание, это не означает, что оно решающим является. Его можно формировать, народу можно разъяснять, народу можно на что-то обменивать. Говорить, ребята, давайте здесь затянем, а там вот мобилизуемся и так далее. Это все можно делать, но для этого его нужно узнать сначала. А у нас главная государственная тайна, при попытке приближения, за которой в тебя летят все горшки, это что реально думает народ по этому поводу. И сколько нас? И сколько нас. Это главная государственная тайна, чтобы, не дай бог, не узнали мнение основного джерела влады народа. Это делает гарант Конституции. Главное антиконституционное действие. Без учета мнения народа это называют. Если вы считаете, что мнение народа нельзя учитывать, так скажите, народ глуп не понимает в политике, ему надо навязывать. Но это же тогда тоже можно играть по-разному. Можно складывать, как это, победные песни про героев и жертв. А можно сказать, народ, внимание, вот вы думаете так, мы замерили ваше мнение, а вот реальная ситуация, вот статистика, вот логика, вот почему мы так действуем и так далее, и так далее. И поверьте, мы лучше знаем, у нас просто больше информации. Мы знаем, то как все вам сказать не можем, но мы вам предлагаем в ответ на вот такие вот, мы хотим от вас вот этого, и в ответ на такие решения предлагаем вот такие вот компенсации, льготы, поощрения и так далее, и так далее. Не раздача тысячи, а очень четкое обозначение, кому, на каждому на своем месте, каким группам населения, что нужно делать для того, чтобы достичь этой общей цели. Все, законный размен. Например, по данным американской страны, 1 мая Россия крякнет, и у них будет дефолт. Условно я сейчас говорю и так далее. Мы реально из этого исходим. Давайте дотянем до 1 мая. Если нет, мы тогда делаем вот это, вот это, вот это. Таков наш план. Пока сжали зубы, воюем, давайте донатим, мобилизуемся в армию. Мы для этого предпринимаем такие-то такие, помогаем пенсионерам, создаем дружины, которые ходят в квартиры и так далее. Мы все это делаем. Я вас призываю, как президент, говорит Зеленский. Дружины ТЦКшников, которые ходят по квартирам. Почему? Из соседей, которые там, да, женщин, не умерла ли соседская бабушка, зайти позвонить. Всегда же есть конкретные меры, которые можно призвать и которые стихийно организуются. Там, да, ну, их можно вычислить, можно сказать. Мы во время войны, в начале войны это делали. Если вы помните, я призывал к конкретным действиям, помоги ближнему там, и так далее. Это все можно делать. Этого диалога нет.
У нас есть навеивание, суггестия. То есть у нас есть же вечерние ролики и вот ежедневный поток через телеграм-каналы. Мы герои, герои, герои. У москалей головы отлетают, отлетают, отлетают. Куча пораженных целей, куча пораженных целей, куча пораженных целей. Потом бац, по Запорожью уже РСЗО вроде как отработали. А что так? Что так уже близко подобрались? А Сумы какая сегодня Думы была там и так засада? далее, и так далее. И где нету диалога, понимаете? Что такое стратегическая коммуникация, я напоминаю. Не вам, понятное дело, и нашим зрителям, и тем, кто, возможно... Стратегическая коммуникация – это простая вещь. Надо сказать, к какой точке Б мы движемся из точки В. И что означает каждый шаг на этом пути. Когда мы провели переговоры в Абу-Даби и есть сдержанная надежда, это не коммуникация. Это гипноз, который держится для того, чтобы людей держать в болванчиках и точно не дать им понять, что реально происходит и куда все ведется. Возможно ли стратегическая дезинформация? Да. Как отдельная операция может задействовать даже президент. Так делал Путин. Так делает Путин. Но что? Но она не может быть последовательной, то есть непрерывно реализуемой информационной политикой. Ну, Поэтому подождите, народ держит за болвана, и главное, что надо скрыть от народа, что думает народ по этому поводу. Вот так смотрите, функционирует государственная модель в Украине. народ в шоке. Вот вы говорите о стратегической коммуникации. Я, если честно, прозрел сегодня, когда это увидел. Стратегический коммуникатор, человек, на котором как бы держится многое, которого убрали потом из большой стройки, масочек эпицентра, а потом вернули. Кирилл Тимошенко, он при Минобороне вроде там чем-то занимается, какой-то коммуникацией. Вот, Фортификацией, да, пожалуйста. он занимается при Минобороне. Ну вот, пожалуйста, я в шоке. Идет война, города без света, перебои, удары продолжаются. Палатки выставили возле спальных районов Троещины, там еще других, там Воскресенко и так далее, МЧСники. Он пишет, внимание, репост. Ищем модульные котельные от 500 киловатт. Срок поставки 5 дней, быстрый монтаж, пожалуйста, пишите мне в личку. Алексей Николаевич, ну это или глупость, или какой-то детский сад, или, наверное, какой-то хитрый план и Это хитрый ПСО. план. Это способ, которым они управляют. Они как осуществляют государственное управление. Через репост? Через репост. Эффективный инструмент. Так а что можно сказать об этой системе, которая ищет в соцсетях 500 Я киловаттные об модульные этой котельные? системе говорю с осени 23 года всеми возможными словами и так далее. Поэтому, смотрите, я к чему хочу сказать, что у нас не решается фундаментальная политическая задача, ради которой стоит собираться в одно государство, Угу. чтобы вы понимали. Э, Собираться в одно государство надо не для того, чтобы не угнали на польские либо московские стройки в Сибири. Как бы, да, и ни Австро-Венгрия не растащила Украину, и Турция Крым не забрала, как у нас там сказки рассказывают. Собираться в одно государство нужно с очень простой, понятной целью. Эта цель должна какой-то, она должна быть обозначена. Правильно? И сформулировано, что является проблемой, что является решением. И как мы это будем достигать. Вот что нужно делать властям. У нас принципиально извращена сама логика политическая сбора государства. Кроме того, нарушена базовая справедливость. Людей постоянно призывают мобилизоваться для борьбы с холодом, для борьбы с коварным врагом, для армии и так далее. Элиты в этом практически не участвуют. В Израиле служат все дети министров. Стоят плечом к плечу с, я не знаю, с разносчиком пиццы в одном танке сидят. Как бы, да, может сидеть сын мультимиллионера американского и, я не знаю, и там сапожник откуда-нибудь и так далее, из Диманы. И все понимают, что элиты разделяют с народом его судьбу. Это лучшая мотивация. У нас же существует система чего? Система откупа и система неучастия. Привилегированная система. И лучшей иллюстрацией является совещание в офисе президента, когда Зеленский сидит с потушенным якобы светом в кабинете, а члены его же администрации сидят с зажженным светом в его же администрации. И эту картинку выдают в интернет. Так вот, в чем история? У нас подорвана базовая справедливость государственности. И вся эта модель укладывается в очень простую штуку. У нас есть группа людей, эксплуатирующих эту территорию. Идеологический аппарат – это произнесение пафосных речей про жертвы героев. Все время скармливание вот этого вот этой
инстаграмной метафизики народу, как бы, да, на уровне там вот этого пафоса. Мы еднаемся, мы племя, мы там тоже и так далее, и так далее. И ширмочка такая, заляпанная кровью, и за ней воровство, непрерывная эксплуатация этой территории. И англичане к индусам в Замбии или где там они были, и в Индии относились гораздо лучше, А чем почему на... так произошло? Потому что это государство с самого начала создавалось как территория выкачки. Погодите, мы набрали в 2019 году, проходила по спискам «Слуги народа» и тумбочка, ну, не пойми кого. Сейчас вот очередной мажоритарщик «Слуга народа», вообще какая-то пошесть пошла, они мрут. Ну, умер один, умер второй, умер третий. Сейчас разбился на квадроцикле во Львовской области мажоритарщик. А мы его как бы даже не... Ну, даже вот те люди, которые в политическом процессе его как бы особо не знали, да, он молчал, он ничего, он просто голосовал. Мажоритарщик Львовской области. Сейчас у них проблема, у них сейчас услуг ровно 226, ну как, по закону, ну имеется в виду, ровно вот монобольшинство. Если еще один вылетит каким-то образом, то все, надо будет по закону что-то делать и переформатировать коалицию. Ну ладно, это политический момент. Мы же их выбрали абсолютно же, как это, от цехи. Фотографы, продавцы линолеума, какие-то непонятные там девочки, которые курсы преподают, которые знают, как там мужчину поцеловать, мальчики, которые там очень веселые, находчивые, в КВН играли. Ну, это же, они же не могут эксплуатировать целый народ, они же наоборот Могут. должны... Смотрите, это и есть система. Система определяется тем, что создана система правил и система там теневых институций, либо теневых процессов в существующих институциях, которая не опирается на личность. И личности, которые туда попадают, они просто играют, начинают играть по правилам системы, либо не попадают, либо их оттуда выбрасывают. Система с большой буквы. Система, я приводил этот образ, приведу еще раз. Украина – это несчастная корова, которая находится на издыхании, к боку которой присосался такой уродливый коричневый спрут, который ее высасывает. Вот этот коричневый спрут – это паразит. Это и есть система. В эту корову летят шахеды, у этой коровы упала температура уже в терминальную стадию, а спрут все сосет и сосет. Вот недавно прошел скандал, Железняк, по-моему, публиковал, что пока разбирались с хищениями в энергетике, они еще 2 миллиарда гривен украли. Как бы на ровном месте, очередной скандал и так далее. Но это 2 миллиарда, которые нашли. Что люди Деркача никуда не делись из энергетической системы и не денутся никуда, потому что они существенная часть и выполняют основную функцию, то есть получение черного нала и перевод его в золотые унитазы. Поэтому давайте скажем прямо, честно, без эмоций, вот просто на уровне вот того, что выходит. Все описанные признаки показывают, что Украина как государство не существует. Существует ширма под названием Республика Украина, которая член ООН, стремится стать членом ЕС, НАТО и так далее, имеет атрибуты, гимн, герб, державу там, и так далее, и так далее. Но это маскировка реально существующей системы, немногочисленной кучки элит, которые эксплуатируют колонизируемое население в своих интересах, продавая ему патриотические сказки и натравливая друг на друга. Вот это реальная Украина. Если говорить о контуре управления, потому что есть, конечно, другая Украина. Есть Украина обычных людей, взаимопомощи, человеческой там, любви, каких-то там поддержки и прочее, прочее. Мы тоже все это видим. Она же многослойная, как мир, он такой многослойный. Но если говорить на уровне управления процессами, то управление осуществляется как небольшая кучка как это, колонизаторов-набобов, которые, белых сахибов, которые ездят на слонах среди туземного населения, его эксплуатируют и призывают умирать за их интересы. Вот и все. Это на уровне управления. На уровне человеческих отношений Украина одна из самых лучших стран. Люди отзывчивые, прекрасные, талантливые, наши. Мы всех их любим и так далее, и так далее. Вот. Но этих прекрасных людей эксплуатируют и стравливают с друг другом. И более того, и самое главное, их отупляют бесконечно. Их мнение не спрашивают. Я же говорю, главной государственной тайной этой системы является мнение народа, источника власти по тем или иным вопросам. Понимаете, в чем дело? Многие, вот по поводу отупления я с вами согласен. Два момента, две ремарки по поводу этих депутатов, например, да. Сегодня тоже очень интересный комментарий выдал вот господин Клименко, это глава антикоррупционной прокуратуры. Значит, до полномасштабного вторжения были периоды, когда выплаты в конвертах были до 20-ки,
тысяч долларов в месяц. В первой половине 2022 года, в начале полномасштабного вторжения, таких выплат не было, а потом они возобновились. Депутаты получали по 1000-2 в месяц за голосование по определенным проектам. Затем выплаты выросли до 5000, могли налагаться штрафы. Тогда зарплата, это в кавычках, снижалась до 3000 долларов. Это вот конкретно, да, конкретный комментарий, мы ссылаемся на конкретное лицо. Это по поводу этих товарищей. Вот мы просто привыкли, что депутаты, система. А депутат это уже, получается, не игрок, это уже не часть этого всего. Депутат это точно потому такой что же. при Зеленском система сколлапсировала до личной власти небольшого количества. 5-6 эффективных менеджеров, он же четко все назвал. То есть у нас еще почти единоличная диктатура установлена. Да, война требует ужесточения, да, война требует там, черного-белого разделения и так далее. Это все нужно делать, но это нужно делать грамотно, без подрыва базовых основ общественного договора и государства. У нас все это нарушено, у нас узурпация власти. И она, Юлия Владимировна нам четко объяснила, как это называется. Правильно? В своем знаменитом выступлении. Все, это все очень простая история. И любые объяснения, любые частности, выражение лица Зеленского, выражение сидящего напротив Зеленского и так далее. Я для чего этот экскурс сделал? Для того, чтобы периодически приходится людям, у нас же обновляются люди, которые нас смотрят, напоминать базовые вещи. Базовые вещи, как оно реально устроено. Потому что в этом свете, в свете этой базы, этого слайда, становится понятно все остальное. А без этого непонятно все остальное. Откуда у нас такие странные противоречия? 820 тысяч пораженных целей и потерянные города. Как так получается? Если вся российская армия 700 тысяч человек, значит, мы убили всю российскую армию, находящуюся на нашей территории, плюс еще 120 тысяч. Если 820 тысяч целей поразили. Вот они, даже это, вот Миша, я ему, в принципе, симпатизирую. Мы лично знакомы, мы на «ты» с ним и так далее, с Федором. Но смотрите, были, по крайней мере. Вот у тебя количество противников по докладам Сырского, главнокомандующего, твоего подчиненного, 701 тысяча. 820 тысяч пораженных целей. Это значит, каждого противника мы убили, а 120 тысяч убили дважды. KPI. Или просто КПД. зашкали. А чего же мы потеряем территорию? Почему мы отступаем? Если вы так пачками валите противника. Хотя бы на этом уровне. Миша, я знаю, что тебе этот отрывок завтра покажут. Но если я тебе по-человечески сочувствую и очень, несмотря на все нюансы, и очень хочу, чтобы у тебя получилось. Искренне, я не злорадствую. Я не хочу, чтобы проиграла Украина, я не хочу, чтобы проиграла твое пребывание на должности оказалось неуспешным. Но если тебе не с кем посоветоваться, у тебя же есть мой телефон, напиши мне. Я тебе скажу, как коммуницировать. Хорошо? Для твоего же интереса, в твоих же интересах и в интересах Украины. Как можно при 700 тысячах противника докладывать о 820 тысячах пораженных целей за год? Скажи, пожалуйста, как вот? Хотя бы на этом уровне. Смотрите, очень важный момент. Это как иллюстрация, да? По поводу Тимошенко сейчас поговорим, по поводу их там внутренних раскладов тоже. Меня интересует ключевое, что вы сказали, и потом мы, переместились. А это же ключевой момент. У нас есть для сравнения в голове, опять-таки, в голове плюс-минус читающего образованного населения, которое не выветрилось, у которых не выветрился фильм «17 мгновений весны», да, и другие фильмы, и книги, да, тоже не выветрились. Я о чем? 2 революции. Смотрите, произошла колоссальная подмена. То, что вы сейчас говорите, это революционная ситуация, классический, прям классический. Верхи не могут, низы не хотят? Да, понимаете? Это классика. Эксплуататоры, нужно освободиться. То есть вам не хватает специфической прически и броневичка. Но это не ваш личный адрес, я имею в виду по риторике. Но украинцам сказали, что революция – это то, что было на Майдане. Понимаете? А ситуации были абсолютно разные. А как потом показывает практика, так вообще противоположное. И одно с другим не соответствует. Поэтому слово «революция» испохабилось. Сначала его закидали тапками, да, декоммунизация, все дела. А сейчас, испохабилось, извратилось, да, через революцию гидности.
И поэтому, когда вы очень четко даете диагноз, у меня простой вопрос. В революционной ситуации люди могут учинить революцию, не понимая, что это революция? Нет, революция происходит, как показывает опыт, мы, может, 100 лет назад этого еще не знали, всегда происходит на одном и том же условии. Что часть элит не устраивает существующие общественные договоры и проекты, они начинают его переделывать. Пока не восстали элиты, революции невозможно. Когда рассказываешь, что революцию делает народ, ну, пардон. Поэтому, что касается сравнения с большевиками, ну, давайте посмотрим на результаты большевистской революции. Значит, они, Октябрьской, Великой социалистической, значит, после этого товарищи создают систему, которая выиграла гражданскую войну и интервенцию. 14 государств воевали против тогдашних большевиков. Потом, значит, они выигрывают, они строят, проводят индустриализацию. Потом они выигрывают Вторую мировую. Потом они новую индустриализацию производят, выигрывают гонку в космосе, ядерное оружие, ракетную гонку выигрывают и так далее, и прочее, прочее. А что произошло с Украиной? Население прибывает, в том числе и население Украины. Благосостояние растет. Но же сейчас рассказывают, что они там расстреляли всю интеллигенцию, допустим. Но миллионы людей стали жить после большевистской революции так, как они никогда не жили при царском режиме и не имели надежды, хотя бы на уровне грамотности и так далее. Поэтому тут это спорный вопрос. Тут можно поговорить, а что произошло после 2 украинских революций? Количество населения сокращается, эффективность производства падает, объемы производства падают, бюджет падает, все на свете падает, 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 падает. И если это и революция, то мы можем ответить словами Озерова: нам такой хоккей не нужен. Давайте какую-то другую революцию. Есть у вас в запасе какая-то другая революция? Что касается меня, я не призываю к революции, она невозможна. Не потому, что я боюсь или стесняюсь, она просто невозможна в данных условиях. Я призываю на данном уровне четко понимать, что происходит. Моя забота, моя работа – это борьба за чистоту сознания, за чистоту понимания. Что бы я ни делал, преподавал все на курсах, вел интервью, я борюсь за чистоту сознания, потому что, в конце концов, это фактор, который решает все. Вот так это устроено. Если вы хотите что-то понять, вам надо понимать вот в свете того, как оно на самом деле. Значит, важные моменты, это прям очень важные моменты, хотел с вами обсудить. Давайте на мои вопросы буквально в режиме Блиц подведем итоги и перейдем к фронт, пробежимся обязательно по фронту, и вопросы зрителей, потому что зрители, конечно, очень... Спасибо вам большое, очень... Я там краем глаза читаю, тоже цитата. «Значит, будут грабить». Да, так уже. Да, именно. Да. Да, так уже. Значит, очень важный момент. Сегодня The Telegraph, по-моему, да. Значит, The Telegraph публикует очень интересный материал. Значит, вот появляется как бы Франция выходит. И выступает она категорически против того, чтобы Украина покупала британские ракеты Storm Shadow. Потому что деньги дает ЕС, 90 миллиардов, вот эти вот. Вот у нас и покупаете, правильно? Да, покупайте у нас. Прям конфликты уже, это описано в разных публикациях между Францией, Германией, в связи с тем, что Париж хочет, чтобы за деньги ЕС у нее покупали, а не у Германии. А тут Британия, они вообще не члены. Сегодня Рютте резкий дал ответ по этому поводу, говорят: ребята, мол, давайте, пускай хоть что-то купят, ситуация тяжелая, а вы тут начинаете торговаться. Научились, видимо, европейцы играть в эту нашу украинскую игру, да, а давайте вот сюда, все деньги должны быть в одной кубышке. Рютте еще одну вещь сегодня сказал. Говорит, те, кто думает, что Европейский Союз справится без США, мечтатели. К чему все идет в отношениях между Европейским Союзом и Украиной? Оружия не будет. Ну да, давайте, нет, подождите, давайте по порядку, потому что произошло интересное событие. Зеленский не поехал на Давос, вы видели, да? Не поехал. Сначала, потому что главный 2 суток не ехал, на 3 приехал. Главной темой Давоса было Трамп и Гренландия, ну или США и Европа, грубо говоря, ну и Совет мира. У Трампа не получилось с Гренландией, поэтому сегодня пошли заявления о том, что мы не можем брать Гренландию силой, потому что Трампу грозит импичмент и так далее, и так далее. Европейцы не прогнулись к их чести. А что произошло у Зеленского? И не очень прошло с Советом мира. Вы видели, кто туда повступал, да? Либо люди конкретно заинтересованы практически в США, страны вернее. Но европейцы в основном пренебрегли в массе своей.
Мелани высказалась по этому поводу. Это противоречит Конституции Италии, участие в этом Совете мира. Но мы постараемся, если что, там и так далее. Если исправите, если допишете, то может быть. Теперь что? Вдруг на третьи сутки Зеленский прилетает, и что? Он разговаривает с Трампом, выходит на трибуну и делает резкий антиевропейский демарш. Фактически речь Зеленского – это речь Венса на Мюнхенской конференции. Мгм. Он обвиняет Европу во всех смертных грехах. Вопрос. После беседы с Трампом это вследствие того или после того? Знаменитый римский принцип. После того далеко не всегда означает вследствие того. Но очень похоже, что вследствие того. Потому что, судя по заявлениям, которые после этого последовали, я сейчас даже не беру Орбана, я беру, например, канцлера Австрии, который сказал никаких поблажек Украине в ЕС, она должна выполнить все процедуры. Зеленскому сказали там примерно следующее, что ЕС не будет. На уровне высшего руководства Евросоюза объясняют, что вырабатывается особый формат, то есть нечто вроде ассоциированного членства, без права вето, без права голосования, На но птичьих правах, какой-то... да. Да, на птичьих правах, ну, вопрос размера этих птичьих прав, возможно, они будут хорошие, возможно, интеграция даже систем безопасности, то есть вооруженных сил, возможно, там, значит, понятно, экономика какая-то и прочее, прочее, но полноценного членства вы не дождетесь. Может быть, не 100 лет, но не в ближайшее время. Зеленский обиделся смертельно. Его речь, по его речи это видно очень хорошо. Он обвиняет Европу в импотенции и слабости, но в то же время пробивает клинья, типа миллионная армия Украины будет спасать Европу, защитить, сделать ее современной. Мы утопим возле берегов Гренландии все российские суда, если вы нас примете и прочее, прочее. То есть такая эклектическая речь. И Кость Бондаренко, например, написал, политолог, что у него было 2 речи заготовлены по его информации. Я не знаю, но я четко понимаю, что Зеленский попал в интересную... С Трампа, когда не получилось с Гренландией и с Совета мира, он вызвал Зеленского для того, чтобы сменить повестку. В пользу наступательной, вот победа, прекращаем войну. И, видимо, что-то было пообещано такое, что Зеленский нарявкал на Евросоюз, плюс смертельно обиделся на европейских чиновников. Поэтому отношения с Евросоюзом сейчас проблематизировались власти Украины. Они не разорваны, они не подорваны. Нам будут оказывать помощь, как оказывали и так далее, но они далеко перестали быть формально безоблачными. И вот эта однозначная европейская поддержка, про которую нам столько говорят, она как бы заколебалась, немножко зашаталась. Весы закачались. Поэтому и с Европой уже не все благополучно. Но поскольку наши власти еще, как это, всех еще 500 раз продадут и купят снова, и миллион раз переобуются, это не последняя итерация. Но на данном этапе это так. Если Европа поставлена перед ситуацией, что она единолично отвечает за безопасность Украины, я вам скажу, как европейцы к этому относятся, европейские власти, они к этой войне они не очень хотят ей заниматься. Им противно, как они вот как будто рак лечат, знаете. Такое, ну, как бы хочешь не хочешь, химиотерапию надо делать. И деньги надо давать и так далее, и так далее. Скрежеща зубами и с неохотой, но как-то будут поддерживать. Понятное дело, что они, совершая вот эти все процедуры над собой, часто насильственного характера, они хотят иметь бонусы все у себя. А когда деньги, выделяемые на вот эту программу, по программе ПУРЛ и так далее, они будут тратиться не в Евросоюзе, они говорят, слушайте, ну послушайте, мы несем основные тяготы, вы нам предоставили фактически единоличную роль по стабилизации Украины, при этом не садите нас за стол переговоров, еще деньги отнимаете, нас так это не устраивает. Вот это смысл того, почему они огрызнулись в данном конкретном случае, и что вообще сейчас происходит. По поводу фронта. Смотрите, ситуация с оружием на самом деле это прям... Вот опять, мы с вами могли сегодня, например, очень много уделить блэкауту времени или там еще раньше. Но мы в наших эфирах по понедельникам, и всем советую присоединяться, мы там идем, ну, как бы на недельку вперед, 1,5-2, вот так, вперед по событиям. Да, есть такие экстравагантные вещи, как Давос, но это экстравагантные вещи. Но их надо немножко как бы разъяснять, но событийный ряд вот примерно такой же. Ровно так же это видится и на фронте. Поэтому я бы хотел вот тему оружия, чтобы вы немножко 2 слова хотя бы сказали. Потому что мы идем к тому, что оружия не будет. Они перегрызутся за то, кто будет поставлять, чего и где. Рютте, он уже, я это подчеркиваю, после того, как с Трампом
они же вась-вась с Трампом по поводу Гренландии. На Рютте уже искоса смотрят европейские Конечно, лидеры. искоса смотрят, потому что он возглавляет евроатлантическую структуру, а не европейскую структуру. Он вынужден быть лояльным к США, какую бы она политику ни проводили. И он становится для европейских чиновников и для европейцев становится фигурой очень сомнительной, играющей не в пользу Европы, а в пользу Трампа. И вынужден делать свой нелегкий выбор. Ему хочется остаться главой организации, которая называется НАТО. Плюс Урсула сегодня вот в Индии договаривается о пошлинах. Китай в Канаде. Мы понимаем, что геополитически там замес еще ой какой. И так вот через Индию они еще с Россией подружатся. 100% эти А это европейцы. неизбежно практически. Европейцы никогда не хотели с Россией воевать, по большому счету, и ссориться. Они хотят иметь российский рынок, и чтобы российские конкурентные преимущества, которые обеспечивает Россия, например, дешевые энергоносители, были в европейской экономике и составляли основную, один из основных факторов ее конкурентоспособности в этом лучшем из миров. Поэтому европейцы к этому относятся очень просто. Это война Байдена. Читайте американцев, читайте демократов, читайте левых глобалистов. Они ее затеяли. Они обещали Украине ЕС и НАТО, не очень спрашивая ЕС. Теперь НАТО вообще неизвестно, существует ли уже в том формате, в котором была ЕС. На ЕС свалила всю эту химиотерапию, которую надо производить. Денег нет, но вы держитесь. И так далее. И как бы они начали обеспечивать свои интересы доступными способами. Напрямую с Индией, напрямую с Китаем и напрямую с россиянами. Недаром возникла идея, пусть даже Струба назначить, но тем не менее представителем президента Финляндии, уже специальным уполномоченным Евросоюза в отношении с Россией. Заметьте, правой рукой они выделяют деньги на трибунал над Путиным. Но это Кая Каллас делает, по поводу которой Песков сказал, что ни мы, ни США не будем разговаривать. Надо ждать, пока она сменится на должности. Поэтому, если посмотреть на заявление Пескова, там Путина, вот в крайние дни, как они четко играют на вот этой тематике США и ЕС. Например, они говорят, что европейские политики боятся Трампа. Хотя европейские политики только что показали зубы. То есть подыгрывают Трампу, правильно, в целях решения своих задач. И это вся хорошая штука привела к тому, что Европу гальванизировали несколько раз, и она начала куда-то там просыпаться. Я не говорю сейчас об успехе этого мероприятия, но просыпаться она начала, зубы начала показывать. Посмотрим, к чему это приведет. Возможно, станут и каким-то субъективизированным игроком. По крайней мере, свои интересы они осознают и пытаются их четко защищать. О недостатках Европы уже много сказано, я не думаю, что нужно повторяться. Да. По поводу оружия. Оружие будет. Его будет не в тех объемах, как раньше. Никогда таких объемов уже не повторится. Его будет не так по номенклатуре. Но необходимые позиции будут закрывать, и, в принципе, воевать можно долго. Еще долго. Вопрос. Возвращаемся к началу передачи. Какие цели этой славной войны? Какая политическая цель? Давайте о военных на данном целях этапе, да. пройдемся по фронту. Это такая любимая, скажем так, часть наших эфиров у нашей аудитории на моем канале и у вас, Алексей Николаевич. Давайте начнем непосредственно с севера. Да, вот Сумы, эпизод в момент вот этих продвижений, которые там остановлено, которые мелкие, которых нет, которых их. Сегодня очень интересный казус был. Долетели FPV-дроны, и местные видели прям FPV-дроны российские. Но быстро включили антикриз, начали пожарить, говорит, нет никаких FPV-дронов, это наши. Это наши. Что летит? Да, это наши. Наши в городе есть, наших в городе нет. Как характеризуете ситуацию вот так вот с севера на юг по фронту? Если начинать от Сум, там достаточно интенсивные бои за продвижение к городу на дистанцию стрельбы полевой артиллерии и применения FPV-дронов. Логика та же самая, изоляция театра. Сумы – крупнейший тыловой пункт, прифронтовой город. Понятно, что основная логистика там или через Сумы. И противнику нужно нарушить эту логистику для того, чтобы обрушить нашу оборону вдоль границы и создать эту самую буферную зону. Занятия. То есть они делают то же самое. Они пытаются изолировать театр. Для того, чтобы его изолировать уверенно, нужно продвинуться на дистанцию уверенного применения FPV-дронов и полевой артиллерии. Они это и делают. Где-то там и не получается. Я не хочу просто вязнуть в этих деревнях. Где-то получается, где-то не вполне получается. Задача ясна, пока наши как-то противодействуют. То же самое Харьков, вернее, восток Харьковской области, северо-восток. Их задача соединить Волчанский выступ с Великобурлукской историей вот туда вот. Грубо говоря, объединить выступ на севере с захватом востока Харьковской области.
Вот эта история, которую они пытаются реализовать, там тоже идут определенные бои, но в этом смысле действия боевые в этом направлении, и они действуют, мы противодействуем. Где-то получается у противника, где-то не очень получается. Не получается, потому что у россиян там сил и средств не хватает. Та же группировка, которая наступает, тоже соединение, точнее объединение, которое наступает на российская армия, наступает на Харьков, она наступает на Купинск одновременно. Слишком широкий фронт, не хватает просто сил. У меня сразу здесь вопрос. Вот мы тут даже обозначили, да, что объединение вот в Харьковской области. А почему вот эту историю, вот здесь Лукьянцы, ну вот Мгм. ближе к Харькову, Мгм. Белгородский район, почему вот здесь нет задачи вот эту историю объединить? Я имею в виду Они как выступ... раз ее и пытаются объединить. Не-не, вы говорите Великобурлуцкий, это другая история, это туда, Нет, севернее это Купинска. Великобурлуцкий – это только часть этой большой истории. Их задача объединить. Их задача свой выступ на фронте на севере Харьковской области соединить с восточным. То есть большими Да, мазками. Старый большими Салтов мазками, вот да. сюда, да. Да, да, Мгм. да, но им не хватает сил и средств. В этом отношении 6-я армия там наступает, она убивается, потому что слишком широкий фронт, слишком мало сил и средств. Но они поставили задачу, как-то ее пытаются решать, им недостаточно. Недостаточно. Теперь мы берем куда? Купинск. Да. Правильно? Та же самая задача. Их задача обтечь Купинск, создать его, закрыть, изолировать. Наши этому противодействуют. Заметьте, вопрос о том, чей Купинск уже не ставится вплотную, потому что там преимущество украинских сил. В основном добиты те россияне, которые зашли в город и были изолированы во время того, как отсекли эту кишку. Но это не означает, что боевые действия вокруг Купинска прекратились или там не сосредотачивают усилия российское командование. Сосредотачивает аж вовсю. Теперь мы смотрим на Донбасс непосредственно уже. Да, давайте посмотрим на Донбасс. В прошлый раз мы разбирали вот эту историю возле Боровой, но у нас обновление по Лиману. Значит, Угу. карта Deep State нам показывает очень как-то скупо, серая зона, в общем, в пригороде, у самой черты. Это нам показали здесь. Россияне показывают заход в сам Лиман и бои уже вот здесь, в южной части города. Да, безусловно. Помните, я говорил, что славяно-краматорский выступ, противник формируется. Но он уже сформирован. Считайте, что они провели подготовительные операции. Он широкий, его надо правильно понимать. Считайте от Доброполья аж до Светогорска. Мгм. Вот такой вот этот выступ. Поэтому явно российское командование, ну, по крайней мере, я бы на его месте, не только фланговые удары запланировал там, но и рассекающие. То есть фланговые, понятно, да, есть изгиб, дуга, который они создают, и они по флангам пытаются окружить. Сюда. Большие клещи, малые клещи. Но учитывая то, что происходит, они, скорее всего, замахнутся на рассекающие вдоль основных дорог. Выглядит это будет так. На Дружковку с окружением Константиновки, вдоль дороги Бахмут-Славянск. Мгм. И на райгородок южнее Лимана, с окружением Лимана. Вот так вот, скорее всего, они пойдут. Понятно, что это будет практически повторение Покровской ситуации, когда на город давят с фронта, но обходят его по южным и северным флангам. В данном случае они пойдут через райгородок. Скорее всего, но для тех, кто там был, а я там был, мягко говоря, многократно, местность, очевидно, диктует поход через райгородок. Если они, конечно, не захотят как-то извратиться и придумать что-то в этом отношении. Вот. Поэтому формирующие операции проведены. И, скорее всего, они не случайно ставят задачу взятия Славянска-Краматорска к 1 апреля. У них это не получится. Не произойдет полного обрушения. Ну, перенесут на 1 июля, потом на 1 сентября. Тем не менее, логика движения вот такая, вот такая у них. Но И так расстояния далее. там небольшие. Там очень маленькие расстояния. Это все там 15, 13, 20 Так, километров. смотрите, насколько, вот сейчас же, как говорят, вот, Славянск-Краматорск, нужен еще год, ну, условно, при тех боях, которые сейчас, но расстояние Давайте там так, при очень... сохранении тех же тенденций, но тенденции могут поменяться. Раз. Во-вторых, ну, посмотрим. Это же пока неизвестно. Зависит от объема поставок, их, наших, мобилизации. Это огромное количество факторов, цифр которых мы не знаем, они не аналитичны, соответственно. Это мы можем говорить о тенденции, что вот так они будут действовать. И не будем забывать, что посмотрим на Покровск и севернее Покровского. Они хотят Барвинкова. Летом они туда забегали, помните эти заячьи уши, которые срезал Азов героический там, и так далее, и так далее. Сейчас у них никуда это направление не делось, потому что это последняя железнодорожная станция, которая питает весь Донбасс.
Оттуда грузы идут по земле. Это всем известно, никакой военной тайны. И там до Барвинкова 60 километров. В принципе, тоже близко. Они туда в реальных темпах пытаются продвигаться. От Покровска на север. Это тоже одна из задач, как я понимаю. Или как действовали бы люди, знакомые с военной наукой, спортивным искусством. Примерно так они и действуют. Ну и не забываем, что по Боровой надо, вот эта группировка, которая по правую сторону восточнее, Боровская группировка, ее тоже нужно рассечь радостно и как бы Да, ну, да, это понятно, это мы... изолировать и начать добивать по частям. Вот их три крупные задачи. Смотрите, Надо. понятно, вот это движение тогда, ну, широкими мазками, которые вы привели, оно как бы немножко объясняет, что происходит вот сейчас в районе Покровска, но опять же, нам же как говорят, до сих пор в Мирнограде бои, а сейчас что-то как-то вот не особо бои. То есть эту ситуацию опять раскладывают эксперты, что что-то произошло, но нам, имеется в виду украинцам и всем, кто следит за фронтом, не сказали. Я вам скажу страшную вещь. Заключается она в том, что то, что происходит в Мирнограде, даже если там отдельное подразделение или даже разрозненные группы, я бы сказал, а может даже и подразделения обороняются, уже не имеет никакого военного значения. Они сковывают определенное количество сил и средств противника, но это и все. Серьезным военным фактором это не назовешь. А вот судьба людей трагична и важна. И нам, правда, заметьте, не говорят, и мы ее не знаем, на самом деле, что там происходит. Кто жив, кто сопротивляется, сколько вышло, сколько не вышло и так далее. Ну, что там происходит, примерно понятно. Скорее всего, то же самое, что у россиян в Купинске, только наоборот. Отдельно, при общем контроле города россиянам, отдельные группы сопротивляются, возможно, скорее всего, организованно. За счет чего? За счет дронов. Снабжаются за счет дронов достаточно организованно. Определенное количество войск противника россиян сковывают, но это все. Движемся дальше, туда, в сторону Запорожье. Покровского, да, вот Днепропетровской, Запорожской области. И вот ситуация с Гуляйполем, кажется, застопорилась. Почему? Ну, тяжелые бои наши ввели туда резервы, поэтому встречные тяжелые бои, удержание и так далее. Там надо смотреть на вот эти вот неприятные выступы, которые, видите, вперед Мгм. идут вот до перерезания трассы. И смотрите, где серая зона. Дипстейт придерживается консервативной стратегии не потому, что они хотят предать, там как бы, ну, исказить факты. А когда доказано уже, тогда они публикуют. Вот серая зона, это считайте, где реально находятся уже российские войска. Видите, она немножко дальше, чем бордовая зона. А в реальности может быть и еще дальше чуть-чуть. А это значит Запорожье, что прифронтовой город, как мы говорили. Точнее, не прифронтовой, а фронтовой. Фактически как Сумы. Логика та же. Если они будут двигаться дальше, они создают условия для того, чтобы начать уже изолировать группировку здесь. Что здесь есть, чего нет в Сумах? Здесь есть очень мощное движение с северо-востока, с Днепропетровской области. Задача зайти в тыл Гуляйполевской группировки, ну и вообще всей нашей обороне на юге, на Запорожской области. И я, Зайти. с вашего позволения, хочу Да. проиллюстрировать, потому что, ну, вами сказано по поводу... Все понимают, что серая зона — это там, где сейчас есть. Вот российская карта, это вот укрупнение, да, вот видите, вот так мы смотрим, да, вот это Добропольское направление. Вот здесь мы смотрим российскую карту. Это Новый Донбасс, населенный пункт, вот район Доброполья. Они похожи, эти карты, в принципе, можно сравнить. Прошагали так достаточно знатно. И вот этот скачок на населенный пункт Новый Донбасс нам подтверждает, что карта Deep State, конечно, молодец, но значительно опаздывает. Если это, конечно, такие штурмовые действия, ну, говорят, что крупные. Смотрите, здесь же привирают обе стороны в каком-то смысле, или, скажем так, придерживаются разных стратегий. Россияне часто докладывают чуть-чуть вперед. Зашли там 30 человек, они говорят, что взят населенный пункт. Наши чуть консервативно, когда точное подтверждение, тогда заявляют. Но на самом деле движение же понятно. Там неважно, какой в настоящий момент взяли населенный пункт. Задача зайти с северо-востока и отсечь, и зайти в тыл группировки, которая обороняет Запорожье. Угу. Или хотя бы создать серьезную угрозу, которая заставит отступать и разворачивать фланг. Одновременно они давят с фронта, потому что там созданы достаточно серьезные укрепления, и так просто их оставить нельзя. Опираясь на них, мы можем производить контрнаступательные действия. Потому что, извините за банальщину военную, но вынужден сказать, контрнаступление из чистого поля не получается. Для этого нужно иметь очень хороший опорный район. Там этот район есть, и если россияне не будут давить, иногда хочется спросить, что вы в лоб идете, если вы уже окружаете здание.
Потому что необходимо сковывать наши войска, чтобы тем успешнее будет этот фланговый маневр, который они осуществляют. Их золотая мечта – отсечь, создать ситуацию, когда угроза станет настолько явной и логистики, и окружение, что наши войска начнут сдвигаться в сторону Запорожья, в сторону города уже непосредственно. Просто оставят свои укрепленные позиции и будут сдвигаться. А в идеале вообще окружить, если рассчитывая на то, что наше командование будет упираться и не давать отступать. Как оно любит почему-то делать. Вот это логика. Ну и не забываем Херсон. Всегда его упоминаем. Сейчас про Херсон, сразу пока мы здесь, Алексей Николаевич. А Запорожье фортеця сама по себе? Пока не объявили. Нет, я имею в виду не в плане пропаганды, нет, не в этом смысле, а в плане... Возможности обороняться в да, городе? возможности оборонять Запорожье. Это же крупный промышленный центр, и мы по опыту знаем боев на Донбассе. Что такое бои? Я еще, помнится, в 2014 году, катаясь по Донбассу, назвал это войной в разрушенных заводах. Потому что они служат мощнейшими укреплениями. Да. Заметьте, все бои, вот как бы, начиная с Волчанска, Мариуполя и так далее, что мы слышим? Завод всегда мелькает. Бои за такой-то завод, отбили завод, взяли завод, опор на завод. Потому что это капитальное сооружение, которым не страшна часто даже полевая артиллерия и прямое попадание дрона, там, да, если ты находишься за хорошей капитальной стеной. Куча подземных помещений, возможность скрытых коммуникаций и так далее. Там можно вести оборону. В Запорожье крупнейший промышленный центр. Крупнейший. Разделенный рекой. Там, конечно, можно долго обороняться, но вопрос, что останется от Запорожья. И от нашей промышленности в этом районе, а там ключевые. Это вообще Кривой Рог, Днепр и Запорожье – это ключевой и последний промышленный узел, который остался в Украине. Серьезный промышленный. Да, идем в Херсон. Ну, это советское наследие, видимо, от него хотят избавиться, поэтому все понятно. Декоммунизация, что поделать. Да. Теперь Херсон. Херсон, новостей серьезных нет из Херсона за эту неделю. Кроме уничтоженной ТЭЦ. Да, мне они неизвестны, но всегда надо упоминать. Если уже, это как бы вопрос чести. Как бы хочется упомянуть херсонцев героические, те наши войска, которые там ведут оборону, потому что, хотя это не основной театр боевых действий, и лишение, кровь и потери там ничуть не меньше, чем в любом другом месте. И несправедливо было бы этих людей не упоминать. Да, значит, друзья, давайте подведем итоги нашего вопроса и перейдем к вашим вопросам. Это всегда очень приятно и здорово, что вы оставляете и заранее, и в моменте в чате общаетесь. Итак, понимаю, что специфическое голосование, но тем не менее, да, вот такие итоги. Согласны ли вы с послом Канады, что лучше жить так и терпеть, чем под российской оккупацией? Так имеется в виду это свет, вода, тепло и все остальное. 9% однозначно, браво, тем тебя цмоть. Цмоть – это так фамилия посла Канады. 23% шпицу Лукашенко однозначно лучше. 31% в Канаде виднее, терпеть не приедет. И 37% лучше без оккупации и за узурпации. Вот к этому и приходит, собственно, ну, как бы голосующие, что это лучше без оккупации. И, в общем, многие уже сравнивают Зеленского как, да, и узурпатора, и... Ну, потому что от него многое зависит, понимаете? Вот такие итоги, Алексей Николаевич, что скажете? Ну, у нас специфическая аудитория, давайте начнем с того. С другой стороны, в каком-то смысле, вот вам срез глаза Божьего. Вот, поэтому вы всегда вспоминаете слова Юлии Тимошенко, сказанные на суде. Юлия Тимошенко сегодня отличилась. Она вышла с экстрасенсом Марией Тихой. Она пришла ее поддержать, экстрасенс. Дочь также была на суде. Вроде как, ну, там, нормально суд прошел. Сказали, что она денег не брала, но колдовала. Примечательно, что Мария Тихая, вот это, она очень медийно раскрученный, как бы, ну, персонаж, да, экстрасенс, гадает, пророчит и работает на тонком плане с офисом президента, при Ермаке, кстати, с многими людьми. Как-то странно, то ли экстрасенсы переметнулись, то ли Юля заряжена, то ли просто решила поддержать. На Марии Тихой уже отметили таблоиды шубка за 690 тысяч, причем по курсу 22. Ну, так они сообщают. Алексей Николаевич, давайте немножко, чтобы разрядить обстановку перед вопросами зрителей.
А вы вот действительно вот эти, скажем так, вещи, ну там, в офисе президента, когда еще были, и Да потом ладно, не, я такого никогда там не видел, но могу вам сказать с уверенностью, что браслеты, куклы, ведьмаки. браслеты куклы видали, а могу вам четко сказать, что все украинские политики, да и все политики мира, за редким исключением, в окружении трахтибедухов. Они на профессиональном жаргоне называются трахтибедухи. Нумерологи, тарологи, гадалки, там, ведьмы и так далее активно работают и прочее, прочее, прочее. Это да, это на каждого там десяток, которых обслуживают. А почему? Потому что психика не выдерживает, и надо как-то ей кориться, подсказывать и так далее. Опять же, это же профессия лицемеров, очень много вранья. Нужны люди, перед которым ты можешь выговориться, сказать всю правду. Даже самым закоренелым, махровым и сильным нужен кто-то доверенный, кому все это выговоришь. А если этот доверенный может тебе объяснить, что с тобой происходит, и дать какой-то прогноз, ты понимаешь, что это брехня, не веришь, что ты в 100 лучше раз понимаешь, какой прогноз это этого трактибедуха, но все равно вот хочется послушать. Такого рода терапия, да, очень сильно приятно. Ближе к народу. Яйцами повыкатывать, свечками повыкапывать там туда-сюда, по воде пустить. Кладбище зайти. Тоже почему нет? На кладбище зайти. Да, друзья, переходим к вашим вопросам. Значит, поехали. Режим Блиц. Вопросов, как всегда, предостаточно. И очень благодарен всем за то, что, ну, в общем, уделяете внимание, конечно же, вопросам. Клуб зрителей Шелеста, закрытый телеграм-канал. Спасибо, что добавляетесь в сообщество. Вопрос Алексею Николаевичу. Сколько должно продлиться перемирие, которое в Арабских Эмиратах, возможно, подпишут, чтобы Украина не смогла начать боевые действия вследствие вследствие разложения государства и наступления мира? А почему вы решили, что государство разложится? А вдруг придут прогрессивные силы к власти и, наоборот, выставят человеколюбивое государство, которое никому не будет угрожать, ни с кем, соответственно, не будет воевать? Почему вы все заводите только в один сценарий? Надо верить в прекрасное. А вы думаете, что условное перемирие не приведет к разложению государства? Ну, до некоторой степени приведет, но смотря кто и как за ним будет следить, чем закончатся выборы, какова будет политика крупных держав, там, той же самой России и так далее. Поэтому не спешите. Это будущее еще вариабельно, оно еще не определено. Также вопрос. Не кажется ли вам, что недовольство Зеленского и Европы это была игра? В кулуарах риторика Трампа эта риторика была заранее согласованного с европейцами, чтобы Трампа не злить? Давайте я скажу вам страшную вещь. Когда я говорю «кажется», мне все равно не кажется. Я говорю только то, что проверено, скажем так. Так, значит, ну это к профессионалу, да, как подать вам вопрос. Украинцы выступают против вывода из Донбасса передачи земли России. А что если подать иначе, как сделку, в рамках которых Россия покупает часть территории, чтобы завершить войну, а часть полученных денег направить на компенсации переселенцам вынужденным, чтобы они не захотят остаться при новой власти, их хорошо подсветить медийно. Могло бы такое решение сделать мирное соглашение более приемлемым? Ну, давайте по порядку. Во-первых, мы не знаем, за что выступают украинцы. Мы про это говорили сегодня достаточно долго и аргументированно. Возможно, если мнение украинское реально проверить, то 82% будет за то, чтобы оставить Донбасс. Мы не знаем. Раз. Второе. Продать можно все, что хочешь, и объяснить. Это мы тоже говорили, стратегическая коммуникация. Третье. Это зависит от класса политиков и от их целей. Как вам объяснить? Ленин в свое время заключил Брестский мир, за который его чуть не распяли свои же. Настоял на этом. Он использовал это Отдали территорию 780 тысяч квадратных километров. Это полторы Украины. И с населения 56 миллионов человек. Половина населения Российской империи бывшей. Раз. Во-вторых, отдали основные хлебоносные районы, считайте. Украину, там, промышленные и прочее, прочее. И тем не менее, они, как это большевики использовали? Для усиления своей власти, для создания системы управления на вертикали и на местах, для создания Красной Армии, которая потом навешала интервентам и белым, и всем на свете. В кратчайшие сроки. Вот это класс политика. Это я понимаю. Наши на такой не способны, раз, а во-вторых, у них другие политические цели. К Ленину можно относиться по-разному, но он хотел действенный государственный аппарат. Более действенный, чем в любой другой стране. И он его создавал. А наши не хотят действенный аппарат, потому что действенный аппарат сократит их возможности воровать.
Да, они не хотят сокращать возможности воровать и никогда не сделают ничего в этом отношении без существенного давления либо от партнеров, либо от народа. Народ не может, партнеры не хотят, они решают другие задачи совершенно. Поэтому все идет так, как идет. Так, сообщество YouTube, тоже вопросов очень много, все не войдут, но тем не менее спасибо, да, за вот такое внимание. Алексей, ну, появился канал китайца Дзяня Суэцина, который разбирает историю политику через модель теории игр. Знакомы ли вы с его роликами? Если да, какую оценку дадите? Благодарю. Нет, еще не видел. Киньте мне комментарий, ссылку, если можете, я посмотрю обязательно. Да, Я я такое люблю. это поэтому вас спрашивают, что вы очень, очень этим увлекаетесь. Юрий, что такое гуляйпойский бардак, если генерал Кривонос утверждает, что в Махновской армии дисциплина была сильнее, чем в Красной, которую вы хвалите? А мы Махновскую... Я про Махно, заметьте, ничего не сказал. Махно был выдающимся организатором и начальником. Я говорил про свадьбу в Малиновке. Но где в свадьбе в Малиновке Махно? Там атаман Грициан Таврический. Да. Это раз. Во-вторых, чем закончил Махно при всей его эффективности? Вот и все. Мгм. Так, значит, ну, уточняют, что Алексей так бьют по роддомам, или самое низкое соотношение потерь мирные военные среди прочих войн. Ну, как бы, А как это противоречит? бьют по роддомам. Ну, в роддомах же не сконцентрировано все население Украины, и одно попадание сразу меняет соотношение потерь гражданских и мирных. Ну, подумайте об этом. Почему, Алексей Николаевич, почему нам Киев не показывает последствия ударов орешником, спрашивает пользователь. Да потому что не было. Во-первых, скорее всего, пришлись по закрытому военному объекту, а кто же его будет показывать? Закрытый военный объект. Во-вторых, я не думаю, что там есть колоссальные последствия какие-то. Так. Где сейчас притаился украинский лубок? Давид. Он не притаился, он царит и пахнет, и растекается. Поэтому где притаиться людям от этого лубка спрятаться? Вот вопрос. Деминян, как Алексей относится к РДК? Как известно его лидеру Капустину, запрещен въезд в шенгенскую зону за пропаганду неонацизма. И сегодня еще история была в ПАСЕ. Там прям пестрит российская оппозиция. Там украинцы настаивали, чтобы какие-то РДКшники были. Это Гончаренко, по-моему, член делегации в ПАСЕ. Но РДКшников развернули и сказали, они нацисты. А вот Каспаров нормальные такие ребята. Ну, как отношусь? Сдержанно, оптимистично. Люди воюют на нашей стороне, объективно играют в нашу пользу. Сейчас я не говорю об эффективности. Я говорю о том, что они сделали свой выбор воевать за Украину. Да? Поэтому их надо, вне зависимости от их политических взглядов, не надо насчет их заблуждаться, но и особо там пихать, куда они не впихуемые. Их надо место, роль и цель точно определить. И самое главное, их надо защитить после войны. Потому что если раздадутся голоса, типа выдать, этого ни в коем случае нельзя делать. Украина не может подводить тех людей, которые воевали за них. Ну вот и все. Это большая работа. Как вам сказать, наши наиболее боеспособные подразделения из правых, сказать, что они, как вам сказать, уже разлюбили Отто Скорцени и его начальство, скажем так деликатно, вы очень сильно ошибетесь. Это не так. Вовсю. Портреты висят там, да. На груди носят и так далее, на спине носят и прочее, прочее. После выхода на границы Донецкой области Путин остановится или обозначит новые цели, как вы думаете? Это очень сильно зависит от того, какова будет позиция сторон и их дальнейшие цели. Вот смотрите, представляем ситуацию, что Путин рано или поздно, гадкий, подлый Путин, выбил украинские войска из Донбасса, и Донбасс захватил. Его политическая задача выполнена. Устранен основной камень преткновения на переговорах. И Путин, допустим, говорит, окей, останавливаем войну. Мы свою задачу решили. А Украина говорит, а я не остановлю, я продолжаю дальше воевать. Значит, придется идти дальше. Ему придется идти дальше. Вот вам и ответ на этот чисто гипотетический пока вопрос. Угу. Анна, добрый день. Вопрос. Почему США, имея компромат на Зеленского и его шайку, не используют его полностью? Ведь Трамп сказал сам, Зеленский единственный тормозящий
блок наступления мира. Тогда почему его не убирают? Непонятна позиция США в этом. Объясните. Это Благодарю. все понятно. Зеленский очень плохой, но пилот, единственный пилот горящего самолета, который американцам надо посадить. В это время убирать пилота и садить другого, ну, это очень рискованная операция. Сказать, что вообще нельзя, ну, как бы этого сделать нельзя сказать, но очень рискованно, с далеко идущими последствиями. Трамп все, что угодно хочет, но не хочет второго Афганистана. А совершенно неизвестно, и никто не может предсказать, как поведет себя народ, силовики и вообще социосистема Украины, если Зеленского, правда, Зеленского сейчас не компромат, а истинную правду изложить. Компромат – это нехорошее слово, оно заранее предполагает шантаж. Про Зеленского не нужно компромат, нужно просто показать, что он реально делает. И делал. В области коррупции, например. Ну, Шурме недавно его заму главы офиса предъявили там, да, финансирование терроризма, фактически госизмена. Перевод денег на оккупированной территории. Ну, как сказала я прочитал в ленте одна умная женщина, она сказала, что, получается, в офисе крали все кроме Зеленского. Вы в это верите? Ну, так, чисто даже на уровне логики. Значит, или он очень плохой начальник, если у него все как крадут, а он этого не знает и не вмешивается. Либо, да что же вы такое говорите про нашего президента? С днем рождения его поздравим, прошедшим. Поэтому, как бы, ну, думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь. Но американцы боятся резкого обрушения управляемости. Ну, такой, знаете, вопрос от Ивана. Планирует ли Алексей присоединиться к переговорам в Абу-Даби? Хотя бы один тогда украинец будет. А то совещаются русские военные с представителями США Уиткофом Кушнером в присутствии граждан США Умерова Арахамии и британца Буданова. И называют это все российско-украинскими переговорами. Я могу вам ответить словами министра Крауза из 17 мгновений весны. Дорогой пастор, я политик, находящийся в эмиграции. Как бы да, я лишен реальной силы и реального влияния. А серьезные люди на Западе и в России, и в Москве будут разговаривать только с тем, у кого есть реальная сила и реальное влияние. Вот они и разговаривают на данном этапе. Но жизнь, она такая штука, она круглая, она имеет форму чемодана. На углу встретимся. Встретимся обязательно. Так, однажды, Александр пишет, однажды один уставший, злоупотреблявший изменяющими сознание веществами президент передал власть молодому разведчику. Говорят, что эта история всегда повторяется. Такая уж тетка. Так Вопрос. я ж, когда Буданова... Да, давайте. Зачем Буданова отправили жать руку Трампу? Слушайте, ну работа жать руку Трампу. Трамп хотел посмотреть на единственного украинского представителя, который удосужился надеть костюм. Возможно, это диковинное зрелище. Это раз. Во-вторых, ну, он старший переговорной группы. Ну, понятно, что с ним общаются и так далее. Ну, если вы хотите, чтобы Буданов не победил, не туда вы смотрите. Так, значит, вопрос к Алексею. Это чат трансляции, к чатам переходим. К Алексею. У Зеленского, у Кравчука в УССР 91 год население было 52 миллиона человек, у Зеленского в 21-м 37, сейчас в 26-м 20. Границу откроют, еще сбегут. Вопрос, кто же страну тогда будет восстанавливать? Это неизвестно. Неизвестно, будут ли восстанавливать? Неизвестно, будут ли восстанавливать, и неизвестно, кто будет восстанавливать. Это два неизвестных. Уравнение с двумя неизвестными. X, Y, X квадрат, Y квадрат. Как вы думаете, сейчас яснее, о чем договорились в Анкоридже? Мы не знаем, о чем договорились в Анкоридже. Они договорились о разделе сфер влияния, скорее. Ну, смотрите, такая штука, как операция в Венесуэле, я не думаю, что она в рамках анкориджской договоренности. Они уже нарушены. Ну, Сирия сегодня. Сирия, да. Россияне вывели войска со своей базы, которая на курдской территории находится. Вот, кстати, есть тема на подумать. Все ссылаются на Афганистан, что бросили всех людей, которые сочувствовали американцам, помогали американцам и так далее. Посмотрите, более верных союзников, чем сирийские курды, иракские курды, американцев не было. А сегодня, говорят, посол в Турции американский говорит, да мы им никогда ничего не обещали, что мы будем защищать от турков, там сирийская армия и так далее. Смотрите, вот как только возникла эффективная сила в виде Джулани, протурецкого, которая способна навести порядок в Сирии и представить ее как единую державу. Помните, сколько разговоров было о разделе Сирии,
Сирия уже не выкарабкается из гражданской войны, что это прекращено. Быстренько предали курдов, и курдов сейчас добивают. Они пьют свою горькую чашу. Курдов предали, да. Да, ну, наши самые любимые американцы. Трамп, который говорит, что вот мы там, значит, не позволим, не простим. Закрыли глазки на преследование алавитов, курдов, христиан сирийских. Сейчас до друзов дойдет, но за друзов уже Израиль будет вписываться и так далее. Которые живут возле голландских высот на границе, он уже вписывается. И прочее. Возможно, столкновение с Турцией, потому что Турция строит систему ПВО от израильской авиации, а не от кого-нибудь. И так далее. Поэтому, ну вот, судьба курдов горькая. Это лишний раз показывает, что в определенном сценарии может случиться с Украиной. Курдов поддерживали, в отличие от нас, поддерживали 20 лет. А в нужный момент щелк, и все. Там детей расстреливают, как бы, да, девочек насилуют, поголовно вырезают. И Трамп никого не В некоторых бомбит. местах, да, никого никто не бомбит, не чешут и говорят, мы вам ничего не обещали. Так это и бывает, друзья мои. Посмотрите на Вьетнам. А и опять же, есть и другие примеры. Посмотрите на Южную Корею, например. Корейцы сцепили зубы, проявили достаточное количество упорства, сумели сделать стратегический выбор в пользу чего? Переоценки того, кто они, какова роль нации, какие цели и задачи, перестроились. И американская армия защищает сегодня Корею так же, как себя, в том числе с угрозой применения ядерного оружия. Поэтому зависит от наших партнерских качеств. Но если мы демонстрируем партнерские качества в диапазоне жертвы героя, вместо чтобы пусть маленький, но субъект, то обычно бывает, ну, по-всякому бывает, скажем. Привіт! В Україні підозріло дуже багато заброньованих чоловіків, розумію, бо кожна фірма прикриває своїх ключових працівників. Чому у мене таке враження, що це ефективний спосіб знову намахати тероборону? ТЦК, я маю в виду. Частково, да, це ефективний спосіб намахати, з іншого дійсно потрібно бронювання, але ж ніхто не знає справжній аудит. У нас дуже багато випадків, коли люди, які критично необхідні загалом для країни, наприклад, які працюють в сфері енергетики і відновлення, вони їдуть на фронт, а з іншого боку, люди, які сміло могли би поїхати на фронт, вони не їдуть туди. Тому що диспропорція, тому що це територія, яку експлуатують колонізатори, навіть якщо у них українські паспорти. Угу. Панченко говорит, что выстроилась очередь в Кремль на позицию следующего президента Украины. Что вы знаете об этом, Алексей Николаевич? Не знаю, могу им пожелать удачи этим добрым людям. И не толкаться самое главное. А то что же это, зима, скользко там, наверное, на Красной площади? Ну, может быть, да. Да. Главное не толкаться. Кофе можно расплескать и выплеснуть на костюм или платье. Так, да, тут об этом говорили уже, Вадим, спасибо за вопрос. Ну, по поводу Лаврова, что Sky и Каллас говорить не будем, да? Ну, я говорил, да. Получается, с кем тогда будут, непонятно. Ну, при все подождут, пока сменится. Кая Каллас замечательная женщина, но даже в Европейском Союзе к нему относятся, ну, как бы это сказать, деликатно, с восторгом. Как война в Украине может изменить баланс сил в Европе и мире в ближайшие 5-10 лет? И кто в итоге получит наибольшие геополитические выгоды от этой войны? Как изменит, неизвестно. Слишком много произойдет за 5-10 лет. Что касается наибольшей выгоды получит тот, кто четко понимает, чего он хочет и использует все силы и средства для этого достижения. Для достижения реалистичных целей в данных условиях. Так, ребята спрашивают, где Карасев. Пропал со связи Карасев. Писал ему, ну, вроде как все нормально, ну, как обычно, да. То есть он в Украине, под санкциями, судится, не отсвечивает. Очень многие, как выяснилось, не отсвечивают. Там Видимо, адвокаты советуют не отсвечивать, пока суд не завершен. Потому что это стратегия просто для того, чтобы выиграть процесс. Пожертвуй малым сегодня, чтобы получить больше. Это класс игры. Можно только пожелать удачи самому Вадиму Карасеву и его адвокату. Да, безусловно. И, как выясняется, многие из тех вот этих одиозных, там, оказывается, в Киеве расследования там провели. Пиховшик в Киеве заставили молчать еще с 22 года. Чего люди не понимают? В этом же содержится скрытый упрек таким людям, как я. Да. Меня же преследуют не за то, что я говорю. Это только вторая причина. Меня преследуют за то, что я посягнул на власть. А тут разговоры совсем другие уже. Абсолютно другие. Если бы было только я был бы каким-то независимым комментатором, который критикует власть, я тоже мог бы сидеть в Киеве и судиться.
Но я с претензией на власть вышел. А там уже другие правила. Да, безусловно. А что скажете про секретное оружие американцев, когда они его дадут Украине? Бурбулятор? Дискомбобулятор. О как. Бурбулятор. Бурбулятор. Ну, может передать это тем людям, которые стоят в очереди в Кремль. Ой, хорошая, конечно, история такая. Так, по QR-коду задал вопрос благодетель. Значит, спасибо вам большое за поддержку и постоянно задаете вопросы, интересные у вас вопросы. Если исходить из того, что лидер – это квинтэссенция общественного запроса, то Зеленский не провал демократии, а шедевр. Публичная истеричность, хамский стиль общения, демонстративная простота, отказ от стратегии мышления в пользу эмоций, культ образа жертвы, постоянное перекладывание ответственности. Его рейтинг не следствие войны, а индикатор того, что именно такой тип лидерства массово принимается и одобряется. Такой вопрос. Можно ли вообще говорить, что Украина заслуживает лучшего, если снова и снова выбирает не субъектность и расчет, а инфантильность в позу ребенка к апелляции внешнему опекуну и, судя по поддержке, не считает это ошибкой? Ну, смотрите, фишка же в чем? Что Украина в 2019 году выбирала совершенно другое. Он же другое обещал. Он обещал широкий проект. Как бы, да, какая разница в хорошем смысле? То есть реальное выполнение Конституции в деле равенства прав сторон и отсутствие преследования людей по национальному, религиозному, языковому и прочим признакам. Он просто обманул своих избирателей. Так что можно сказать, что страна-то выбирала правильно, ее просто обманули. А вот следующий этап грамотности для украинцев – это чтобы выбирать так и контролировать так, чтобы уже не могли обмануть. Или обманывали поменьше. Этот урок получим, ну, посмотрим, как усвоит следующий урок. Нет, есть отдельные недостатки у нас, как у нации, народа и граждан, но так уж совсем говорить, что не делают выводы, нельзя. Опять же, а какие реальные механизмы отзыва тех, кто обманул? Нет уже механизма отзыва президента, который прямо обещал одно и прямо на 180 обманул. Ну, только вот как бы... Алексей, В следующий раз проголосовать как-то пограмотнее. Что касается его реальной поддержки, повторюсь, мы не знаем реально, какая его поддержка. Злые языки говорят 18,6. Личный рейтинг Зеленского. Это ниже предела управляемости. И только военное положение позволяет этому существовать. Я могу назвать предел управляемости по опыту. Когда личный рейтинг президента падает ниже 24, от него начинают отползать союзники и силовики. У него 18. Если бы не военное положение, то... тут так мне пишут в моем чате: шелест, скрывая эмоции. Ребята, ну что вы, может, поэтому вы все и здесь, потому что их скрывать, эти эмоции? Тем более, что я параллельно... Давайте зададимся вопросом. Цель. Ну, чтобы обмануть, скрывают эмоции. Цель сокрытия эмоций какая? Хорошо, шелест скрывает эмоции. Для чего? Чтобы обмануть. То мы получаем. Ну, мы получаем... что Шелесту все равно на ваши вопросы, ваши комментарии в чате, которые я параллельно, как Гай Юлий Цезарь, слушаю пока, Алексея. дорогие люди, вы не начнете мыслить, что не как держи, хватай, или там скрывай или говори, а что мне это даст для достижения моих целей, считайте, что взрослое мышление или политическое мышление вы в себе не выработали. Политик – это тот, который задает прямой вопрос, что мне это даст. Артем Бондаренко. Такой вопрос. Несколько европейских лидеров твердят о утвержденных планах Еврокомиссии о принятии Украины в ЕС в 2027 году. Там фигурирует 800 миллиардов для Украины. О том, что Россия хочет делить электроэнергию с ЗАЭС. Как-то вообще не похоже на капитуляцию. Откуда такое количество радужных новостей? Почему надавосы и европейцы все проглотили от Зеленского? И, может... Они ничего не проглотили, они сделали выводы и заявили о перспективах Украины в ЕС. Смотрите, отсутствующих. Проблема в том, и в выработке какого-то нового формата. Между прочим, это сенсация. Заметьте, мы же все время кричим ЕС, ЕС, и у нас в Конституции это написано. Но мимо прошла, потому что у замерзающих людей перспективы вступления в ЕС – это вторая тема, которых интересует. Так вот, что я хотел сказать, что никогда не было капитуляции. Капитуляцию никогда не предлагалось, начиная с первого Стамбула. И то, что будет, не будет капитуляции, скорее всего. Капитуляция – это страшилка, которую придумали для того, чтобы вами управлять. Верить или не верить, позволять себе управлять через эту смешную страшилку – это вам решать.
Но никогда ни одно переговорное предложение, мягкое, жесткое, раннее, позднее, не содержало капитуляции. Напоминаю, капитуляция – это очень конкретный термин. Он предполагает ликвидацию вооруженных сил капитулирующей стороны, то есть распуск их. Пока этого нет, это не капитуляция. А этого никогда и никак ни в каком варианте не предлагалось Украине. Так, переходим, ну вот давайте еще один, и, в общем, в чат Алексея. Лина Вострилова, вопрос. В Украине есть русские города, их нужно продолжать делать украинскими. Я наткнулся, ребята, ну это будет шум, мы пошумим с вами, я покажу этого деятеля. Может, вы видели, Алексей Николаевич? На Львив, говорить Львив, вот это вот все показывают какой-то там журналист, очень известный в узких кругах, и он рассказывает о том, что надо делать Одессу, вот когда Одесса будет украинским городом, вот надо ее переделать, поломать, и тогда вообще, в принципе, война закончится, и Путин отстанет, и все будет хорошо. Ну, это же булгаковщина, грубо говоря, антибулгаковщина. Сереже же нечего обсуждать на самом деле. Мы просто лишний раз упомянем, что недалекие люди пользуются этим как технологией, а недалекие люди, еще более недалекие люди или замордованные люди в это склонны верят и в это склонны вовлекаться. Ну, земля ж круглая, имеет форму чемодана. Погодите, все встретимся. Чат Алексея. Приветствую, Алексей. Вспоминаю ваш тезис о более удобном захвате крупных городов, когда они пустые. Значит ли это, что РФ спецом бьет по энергетике перед новым походом на Киев, дабы киевляне покинули его? У россиян нет возможности захватить Киев на данном этапе. И нету таких целей. Гипотетически, да, это сильный сценарий, он может рассматриваться, но до его реального воплощения очень далеко. Им гораздо проще. Киев – это, ну, сколько, я не знаю, процентов 30-40, а может и 50 украинской экономики вообще. То есть минус 30%, допустим, 30, минус 30% экономики, не работающий Киев. Второе, Киев – это производство, в том числе военное. Киев – крупнейший транспортный узел. Киев – это сосредоточение органов власти. Да и в конце концов эвакуация Большого Киева, ну, то есть нескольких миллионов человек, и превращение Киева в нежилой район – это крупнейшая социальная катастрофа с перспективами перехода в политическую катастрофу. То есть это принуждение украинских властей к занятию более трезвой и реалистичной переговорной позиции. Это очень нелюдское, на грани геноцида, но но эффективно. Поэтому оно реализуется. Так, рубрика «Жди меня». Что с Коломойским, что с Игорем Гофманом из Херсона? Честно говоря, не знаю и мало интересуюсь. Прокомментируйте оговорку Зеленского сегодня. Но это не сегодня, это вчера, наверное, где он там шукати можливости, искать возможности. Вот это, наверное, имеется в виду. Я не слышал. Ну, они по-русски разговаривают. Ну, что тут комментировать, Это ребята? то, что они по-русски разговаривают, Да. это все разговаривают по-русски, поверьте, можете даже не сомневаться. Я вам рассказываю свою историю из молодости, свою историю, когда я тусил с националистами. На одном замечательном совещании это выглядело так. Ну что, москалів серед нас нема? Нема. Ну, давайте по-русски. То, что нужно знать, понимаете? Да, так и есть. Зеленский долгое время избегал встреч с белорусскими демсилами Тихановской Светланой. Внезапно что-то поменялось, и встреча произошла. Что же поменялось, и для чего была эта встреча, как вы думаете? Заметьте, я никогда не избегал встречи с Тихановской. Я с ним встречался в Вильнюсе, мы разговаривали, есть запись беседы и так далее. Потому что мне нечего стесняться и нечего избегать. А он долго стеснялся и избегал, но, видимо, уже дошел до состояния, когда не хочет избегать. Он же недавно прошелся по Лукашенко очень жестко. Про И шпицы. неумно. Да, и неумно и так далее. Ну, вот решил позаигрывать с Тихановской. То есть раздражать реального лидера. Реального лидера. Я сейчас, Украина его не признала, но тот, кто осуществляет эффективный контроль над Беларусью. Это, если вы хотите назвать это грамотным поведением, поверьте, это неграмотно. Это при всем уважении к Тихановской. С Тихановским надо было встретиться. Возможно. Тихановский как-то повеселей будет, он по лукашизму бьет. Так смешно, такой какой-то веселый товарищ. Мы еще многое чего узнаем. После Протасевича мы еще узнаем, что очень так, чуть ли не все были агентами КГБ, понимаете? Это очень такой интересный прецедент. А как вообще, а на что рассчитывает Зеленский, шатая Беларусь? У Лукашенко же есть запонки Трампа. Наверное, что ему будет легче управлять Северным фронтом. Так у нас на эти не хватает людей, части фронта. В этом-то и мудрость. Вставая страна огромная, тогда уже все будем мобилизироваться. Тогда да.
Наталья пишет: Саша, спасибо вам большое. С Алексеем сидим под шахедами сутки в Опять же, да, Павлограде. правильно пишут, что Лукашенко стал слишком дружить с республиканцами. Надо Осечь, осечь. отработать, отработать в пользу левых глобалистов. Спрашивают, чего нам ждать? Сидим сутками в подвале в Павлограде, вас слушаем. Ну, чего ждать? Друзья мои, я не даю советов, но я бы всерьез рассмотрел вопрос переезда куда-нибудь в более тихое место. Павлоград уже на грани опасности. Ой, Виталий, Алексей, будем мы жить как палестиняне когда-нибудь? Ну, я делаю все, чтобы это произошло. Если по уставу ООН никакой войны нет, то и мирный договор Филькина грамота. А войну задним числом объявлять стыдно и непочетно. Что делать? Там мирный договор ратифицируется не ООН, а парламентами соответствующих стран. Это высший орган, который ратифицирует. А вот ратифицирует ли любой мирный договор парламент, я это все видел в процессе Минского урегулирования нормандского. Главный наш аргумент был, ну окей, мы можем принять любые решения, которые мы вводили за нас россиян, но парламент же не проголосует. И, кстати, он бы не проголосовал, потому что и тогда это было политическим самоубийством. Поэтому был тупик. Этот тупик Россия взялась разрешать военным путем. Единственный, который им показался рабочим в данной ситуации. Евгений пишет: 3 дня назад на Ютубе вышло интервью о том, как украинская власть делала из вас врага и предателя. А еще много фактов о вашей биографии как политика. Очень вовремя. Что скажете на это? Но мне присылали эту штуку. Во-первых, это не интервью, а поделка искусственного интеллекта. Как-то там кто-то постарался, заморочился, какие-то картинки. Во-вторых, там фактическая путаница. Иш, как и всегда, путает даты. Там у него уже упоминались события 26 января, хотя вышло 24 или 23. Я не смотрел, ну, как бы кто-то развлекается. Ну, ура, до здоровья. Развлекайтесь и вы, если вам хочется это смотреть. Сейчас вообще можно все, что хочешь. И голову приделать, это очень много и популярно. И факты подрисовать. И, ну, в общем, все закончилось в том, как Википедия стала черти чем. Значит, вот такой вопрос. Можно ли из спорных территорий сделать отдельное государство Русь-Украина, например? Да можно, как вариант, это остается чисто гипотетически, если рассуждая, вполне может быть такое. В пределах центральных областей, 9 каких-то и так далее. Многое можно. Ну, это же все чисто на уровне гипотез таких исторических, интеллектуальных упражнений. Ой. Ну, давайте таким легким закончим. Времена тяжелые, конечно, поэтому вот так. Алексей, а как вам идея провести битву экстрасенсов между Россией и Украиной взамен войны? Как раз и посмотрим, чьи маги лучше. Как в Гарри Поттере вот это вот. Ну, можно так, а можно просто компьютерные симуляции создать и воюйте на здоровье. Зачем же людей убивать и города разрушать? Как бы, да, набирайте команды и воюйте. Тем более украинские команды в киберспорте очень серьезно представлены. Просто договоритесь, что по результатам этой игры мы там получаем. В принципе, по большому счету же не особо отличается. Только горит компьютерная техника, а люди живые остаются. А мало живых, даже среди живых. Мало, к сожалению, да. Ну, мы поборемся еще за сознание людей, чтобы не омертвлялось, оживало. Вы знаете, вчера, по-моему, выходит Ким и говорит: так, или позавчера, ну, в общем, на днях. Все будет еще хуже с электроэнергией, будет вот это все. Терпим, держимся. Генераторы подставляем в каждом селе к вышкам связи. В общем, все ожидают какой-то катастрофы, и на этой неделе тоже катастрофа. Но катастрофа уже вот произошла. Сегодня полиция сообщила, что в Николаеве нашли новорожденного в мусорном баке. Ребенка госпитализировали, проверили, состояние вроде нормальное, удовлетворительное, полиция ищет мать. И вы понимаете, в чем, ну, вот, главный посыл? И вот я хочу, чтобы мы на этом точку поставили сегодняшней встрече. Нам говорят, что будет еще хуже. Мы всегда с вами говорим о том, что у власти нет ответственности за слова, действия. Там. Они избегают этой ответственности, перекладывают ее. Всегда кто-то виноват. Но вот конкретно, понимаете? А поди знай, если бы вот не было вот этого всего ужаса, может, и ребенок был бы с мамой, а не в мусорном баке.
Ну, таких эксцессов хватает и в мирное время. А что касается вот этих всех заявлений, то разрешите, я вам поставлю одно поучительное видео. Видео угадали, по звуку не идет. Суровые годы уходят Да, да, в да. борьбе за свободу страны, за ними другие приходят, они будут тоже сложны. Вот и все. Очень многим людям, которые говорили в это время, верноподданнически, я сейчас не Кима имею в виду, в принципе, его заявление довольно нейтрально, ну, вообще, как повод используем, им будет потом очень стыдно. И будут прятаться. И говорить, что нет, вы что, я с самого начала знал, что это узурпатор, и делал все, чтобы его режим как можно скорее закончился. За народ страдал. Тихо, подпольно. Ну, как мог, вы же понимаете, какое было время и так далее. Мы были не согласны. Главное, что мы были не согласны, мы не соглашались. Ваша жизненная кредо всегда. Да, это джихад. Есть 4 степени джихада. Автоматом или саблей, деньгами, потом словами. И если уже не получается, а ты в враждебном окружении, то внутренне не соглашаться. Ну, вот у нас все ведут 4-й джихад. Конечно же, как потом выяснится. Да, друзья, спасибо не за джихад, а за ваше внимание к нашим встречам по понедельникам. Алексей Николаевич, благодарю за время и мысли. Спасибо большое. До встречи. Друзья, берегите себя, добра и света.